Resident Evil Resistance. Насколько сильно я люблю эту игру? Ровно настолько же, я ее ненавижу. У Capcom какое-то странное отношение к онлайн-проектам. Как я понял, они хотят по минимуму вложиться, а получить максимальную отдачу. У них уже был успешный, назовем его так, кооперативный проект в виде двух частей Outbreak, которым, можно сказать, обогнали время, и некоторые либо пропустили их, либо просто недооценили. Хотя даже сейчас он играется очень и очень бодро. У них была еще попытка в виде Umbrella Corps, которая вообще непонятно для кого делалась, и подохла достаточно быстро. Хотя можно было сделать из всего этого что-то более стоящее, ибо потенциал был. Потом настала эра асимметричного мультиплеера, а именно, к примеру, один игрок против четверых, или же просто где две группы играют в одну и ту же игру против друг друга, но с разными механиками, коим и являлась данная игра. Ярким примером данного жанра является ДБД, в который, к сожалению, а может быть и к счастью, я не играл. Возможно, по этой причине я и уделил довольно-таки много времени проекту сопротивления, так как для меня это было в новинку. Кстати, да, игра изначально называлась Project Resistance. Да и в целом я и сам был не против поиграть в любимую франшизу в компании друзей больше одного человека. Многие сразу же отнеслись к игре довольно-таки холодно и похоронили ее до выхода, в то время как другая малая часть называли ее убийцей ДБД. Что, конечно же, не получилось, в чем виноваты сами Capcom. Но давайте по порядку. Видео делается не сколько для тех, кто шарит, а для тех, кто мало играл, а также по просьбе зрителей, ведь на стримах я довольно-таки часто в нее играю. Они и попросили рассказать, что к чему. В игре 5 кукловодов и 7 выживших. Изначально, конечно, было первых 4, а вторых 6, но позже они были добавлены в игру. Но про сам геймплей позже. Начнем с лорной части. Озвук Спенсер, один из основателей Umbrella, все никак не может смириться с тем, что смертен, и пытается найти способ жить вечно. Он поручил данное задание Алекс Вескер, с чем она по ее докладам начала справляться. Спенсер же еще больше заинтересовался данным проектом, и помимо того, что он является спонсором, сам вызвался участвовать во всем этом. Были построены специальные зоны, куда загоняли похищенных зараженных людей и испытывали на них вирус на пригодность. Алекс – глава отдела исследований. Ее поле деятельности – получение подопытных, проведение экспериментов и связь со Спенсером. Аннет Биркин. Алекс оценила ее значительный вклад в изучение G-вируса и приняла ее в команду. Аннет превосходно улучшает и производит экспериментальных существ, чем она и была полезна. Николай. Его интерес здесь чисто из-за денег. Даниэль Фаброн. Когда у Umbrella начинаются проблемы, вызывают именно его. И тогда проблем становится еще больше. Он напрямую подчиняется Спенсеру, помогает Алекс строить комплексы, похищать подопытных и ставить эксперименты. Для него это приятное развлечение после трудовых будней, а выжившие всего лишь игрушки, которые скрашивают его скучный досуг. Это были 5 кукловодов. Теперь же рассмотрим выживших. Валери Харман. Замкнутая студентка университета Ракун-Сити, направленная за выдающиеся успехи в Нест. Подозрения появились у нее после того, как кто-то из ее коллег принял участие в сверхсекретном научном проекте и потерял память. А позже она сама была похищена. January When Sun. Репортер газеты News Committee с Ракун-Сити попросил ее достать доказательства незаконных сделок между полицией города Ракун и Umbrella. Джен слегка перестаралась и не успела поделиться находками, и тайным образом также исчезла. Тайрон Генри. Был пожарником в Ракун-Сити и быстро дослужился до капитана, так как по натуре лидер. Но во время тушения пожара на заводе он пропал, и его признали мертвым. Как нетрудно догадаться, он пополнил ряды похищенных людей. Сэмуэль Джордан. Сэм был восходящей звездой местного ринга, но его звездное будущее перечеркнула серьезная травма. В отчаянии он ухватился за соломинку и вызвался участвовать в испытаниях загадочного экспериментального препарата. Хоть его тело вновь начало его слушаться, теперь он сражается за славу и собственную жизнь. Мартин Сэндвич. Гениальный механик, который предпочитает человеческому обществу компании машин. Его обычная жизнь закончилась, когда он отправился в больницу Спенсер Мемориал проводить плановое техобслуживание, а обнаружил секретную подземную лабораторию. Мартин быстро осознал ошибку, но уже
было поздно. Бека Вулет. Вырос он на ферме и с детства проводил много времени на природе. Они ходили в походы с дядей, где тот учил ее стрелять, в чем она очень преуспела. Она пошла по его стопам и стала егерем. Как-то ночью после работы ей сообщили о криках на ее участке, и по прибытии она обнаружила свору собак, и в борьбе за свою жизнь потеряла сознание. Ну и, собственно, Джилл Валентайн. Она как-то начала видеть сны о группе незнакомых людей и ужасных экспериментах, а после стала осознавать, что бесконечный цикл кошмаров вполне реален. Однако не указывается, была ли она похищена, или же просто пришла на выручку. Матч не длится бесконечно и ограничен по времени. Лор на время объясняется, скажем так, духом и настроем выживших. Чем больше убиваете, тем более спокойнее они себя чувствуют. Чем больше получаете урон, тем ближе вирус к активации. Не указывается, какой именно вирус тестируется, но сам по себе он похож на Т-Фобус, хотя это точно не он. В игре всего 7 карт. Изначально было 4. Центр города, лаборатория, казино и заброшенный парк. Через некоторое время добавили полностью новую карту под названием «Тюрьма», которая по внутренней составляющей отличалась от других лишь третьей зоной, а именно тем, что биоядра всегда закрыты, и перед уничтожением их нужно было открыть. После добавили еще 2 карты, бегая по которым тебя не покидало ощущение, что где-то ты это уже видел, и так и есть. Это не новые карты, а лишь переделанные с балансом подманов старые. Это пригород и парк Оторопи, как правильно, хер его знает. Везде задачи точно такие же, и, к сожалению, ничего нового добавлено так и не было. На некоторых картах, в основном в третьей зоне, но есть исключения, можно взаимодействовать как ману, так и выжившим, к примеру, с лифтом, чтобы вызвать его себе или наоборот отправить вниз. В локации казино можно попытать удачу и дернуть ручку. В случае мана он получит несколько бесплатных зомби, а выжившие либо патроны, либо какое-то более сильное оружие. За исключением этого, к сожалению, локации не интерактивные, и нельзя как-то взаимодействовать с окружающим миром. К примеру, отодвинуть стул или что-нибудь разрушить, но бегать все равно не надоедает. Ладно, как я уже говорил, в матче участвует 5 игроков. Мастермайнд, он же кукловод, и 4 выживших. Задача выживших – преодолеть все препятствия, которые создает кукловод на протяжении 3 арен, и добраться до выхода. Окончательно в течение матча умереть ни один выживший не может. Точнее, как бы прикончить того или иного персонажа можно, но он все равно очнется в зоне сохранения. За это лишь отнимут 30 секунд времени, как отнимают за каждый полученный урон. И не только в разном количестве. Это работает и в обратную сторону. За каждую обезвреженную ловушку или убитого противника потерпевшие будут получать определенное количество времени, а также за выполняемые задания внутри каждой арены. Но задача не в том, чтобы просто по прямой добежать до финиша. Матч разбит на 3 арены. В первой зоне выжившим нужно найти 3 предмета, которые всегда разные, конечно, из доступных, и лежат, казалось бы, в рандомных местах, и является неким ключом от двери для перехода в следующую зону. На второй арене первым делом нужно найти зомби-полицейского или же Йорика, который также стоит в рандомном месте, ну конечно только в определенных местах, а не где попало. После забрать у него ключ и активировать 3 терминала, которые откроют дверь для перехода в следующую зону. На крайней арене 4 игрокам придется сломать 3 биоядра, чтобы также появилась возможность активировать выход, и после его активации продержаться некоторое время и выбежать на свободу. Звучит, наверное, скучно, но на деле никогда не надоедает. Помимо общего сбора, можно сбежать еще и в одиночку, если нет возможности спасти напарников или просто неохота рисковать. За это вы получите меньше очков, а также увидите особую анимацию, где персонаж сбегает, чувствуя за собой вину. Заодно и звуки боя или же криков товарищей не прекращаются специально, чтобы вы задумались, а правильно ли вы вообще поступили, что оставили своих товарищей. Но, повторюсь, за это вы получите меньшее количество очков. Если по какой-то причине вы остались в матче один и чудом добежали до выхода, персонаж прямо перед камерой кукловода будет уходить пешком. Перед активацией выхода важно подготовиться и собраться всем вместе,
Ведь Ман в этот момент можно позволить себе дико спамить всеми картами, которые у него имеются. И если двое стоят такого выхода, один где-то бежит, а четвертый закупается, то есть вероятность, что мало кто спасется. Между каждой зоной выжившие могут закупиться в специальном магазине боеприпасами, новым вооружением, гранатами и прочим. Также эти магазины есть внутри каждой арены, но заходят туда редко. Покупается все за кредиты Umbrella, которые раскиданы по локации то там, то здесь, как и какая-то часть патронов и трав. Касательно трав, всего их 3 вида. Зеленые восстанавливают часть здоровья. Желтые, благодаря которым персонаж становится меньше восприимчив к урону, а также сам начинает раздавать по щам сильнее. И синие, которые лечат от инфекции. Инфекции тоже 3 уровня, которые можно подцепить от разных ранений, ловушек или же просто газа. Отличаются между собой они лишь интенсивностью кашля, который сам по себе отнимает время и хп. Так еще вдобавок персонаж не может нормально двигаться или атаковать и становится уязвим. Арсенал в магазине постоянно обновляется, и если выжившие могут начать забег со слабым пистолетом, то закончить его могут с внушительным арсеналом. Кратко пробежимся по нему. Мап. Стартовый пистолет, с которым как таковой никто вообще не бегает. И я полный его потенциал раскрыть так и не смог, так как всегда избавлялся от него в самом начале. Как практически и многие. Хотя ему можно ускорить скорострельность, отменяя прицел после каждого выстрела. И тогда он еще будет не такой парашей. Матильда. Почти тот же член в другой руке, только делающий по 3 выстрела за раз. Но более точный и за неимением ничего вполне сойдет. Квик. Тот самый пистолет из ремейка второй части, очень полезен своей скорострельностью, и благо перезаряжается он не 3 часа. Автоматы. Честно, я не любитель был юзать все виды автоматов в этой игре, так как урона они вносят мало, а патроны выплевывают «мама, не горюй». Они подходят только лишь определенным персонажам с определенным билдом. МК-11 более скоростной, ЛЕ-5 более мощный. Дробовик и громовой ястреб. Думаю, не нуждается в разъяснении, так как и так понятно, для чего они. Да хотя, в принципе, как и другое оружие. Разве что дробовик не будет раскидывать толпу недругов. Да и Магнум не будет носить такой колоссальный урон. Райден. Бонусный ствол из ремейка третьей части, который имеет бесконечный заряд. Но для баланса интервал между выстрелами довольно-таки долгий, да и он особо мощный. На постоянной основе с ним, конечно, не побегаешь, однако покупается теперь он довольно-таки часто один хер. Особенно, если воюете против камеры или дикого спама. Для каждого типа оружия нет разных видов боеприпасов. Все они заряжаются специальным порохом, который также можно найти на локациях или же купить в магазине. Есть также и оружие ближнего боя. Деревянная палка. Стартовое оружие для милишных персонажей, которое также валяется почти во всех зонах, которое заменяется битой. Функционал почти такой же, только быстрее по скорости и мощнее. А после – кувалды. Более медленное оружие, но самое мощное. У каждого из этих оружий есть особое добивание противника. Также есть еще и факел. Ближе к концу игры, если можно так назвать, по крайней мере, когда она еще была жива, была добавлена Кашима, которая станет почти любого противника, но очень быстро ломается. Кстати, да, все оружие ближнего боя имеет прочность. Чтобы оно не вылетело на помойку после пары-тройки убитых зомби, нужно покупать или искать на локациях ремонтные наборы. Оружие ближнего боя может использовать любой персонаж, но не всем это идет, так как урон и скорость атаки будет разный. К примеру, взмахи ударов у Валери и Джен дольше, чем у остальных персов. Все выжившие, кроме Сэма, помимо этого имеют еще ножи, которыми вообще бесполезно пользоваться. Прикольно, что у каждого персонажа разная анимация владения ножом. Никуда не делись также гранаты, как световые, так и обычные, а добавился лишь коктейль Молотова. Но арсенал на этом не заканчивается, ведь на каждой зоне до определенного момента появляются зомби-грузчики. Обычный зомби с рюкзаком, в котором лежат подарки для выживших. Однако, точное месторасположение его выжившие никогда не знают, а появляется лишь специальная надпись, которая указывает на то, что он где-то появился. Спойлер. Он появляется только в определенных точках и всегда максимально далеко от того места, где находится больше всего сурвов. И если успеть его убить, то помимо дополнительного времени можно будет извлечь синие, желтые спреи, предназначение которых такое же, как и цвет трав, но уже для группы. Есть также и обычные спреи, которые восстанавливают полное здоровье, и бонусное оружие, такие как электропушка, миниган, АТМ, огнемет и прочее.
Раньше данные плюхи можно было получить на карте казино, до тех пор, пока они не рфанули, и теперь даже не знаю, могут они там выпадать все. Но точно знаю, что может АТМ. Выжившие также могут мешать кукловоду создавать новые проблемы, тупо стреляя по камерам. Их можно снести как заранее, так и попытаться уничтожить ее, пока мастермайнд сидит и упится. Если он не успеет убежать, то выживший получит дополнительное время. Однако камеры со временем восстанавливаются, и на них появляется щит. Это некий баланс, чтобы выжившие не спамили в одну камеру постоянно. Как я говорил, полностью умереть персонаж не может и по-любому появится в сейфруме. Но перед этим герой упадет на землю и некоторое время, кроме как ползать, ничего не сможет сделать. Поднять на ноги его можно как спреем, так и вручную. Ну, соответственно, это будет требовать больше времени, и ваш персонаж будет открыт для атаки. В левом верхнем углу экрана выжившие могут следить за здоровьем и заражением друг друга, а также какой игрок за кого играет. Если выжившие по какой-то причине не следят за временем, то ближе к полутора минутам начнет играть саундтрек, сигнализирующий о том, что ситуация идет как бы не в их пользу. А если время выйдет полностью, то останется последний шанс в качестве овертайма, во время которого еще можно попытаться отбить дополнительное время. Помимо убийств и прочего, время накидывает за переход из одной зоны в другую. Сурвы не смогут перейти ко второй арене, пока все не построятся перед дверью. Однако на овертайме не обязательно стоять толпой около двери, а достаточно забежать и одним персонажем, и вся команда автоматом перейдет в следующую зону. Минус этого в том, что время дадут вам не за переход всей команды, а только за одного человека. У каждого из персонажей прописан свой характер, и их речь меняется в зависимости от того, против какого кукловода вы играете. Герои также будут подсказывать игроку о полном здоровье или же напарникам о том, что ему требуется синяя трава. После определенного патча выжившие начали реагировать на особое БО, которое вызывает кукол. Однако между собой полноценно они не взаимодействуют. В игре, конечно, есть внутриигровые эмоции, но с помощью них не всегда получается донести ту или иную мысль другому игроку. Вдобавок, все эти фразы могут быть заменены на своего рода танцульки, которые отсылают нас ко многим фильмам, или же просто могут служить способом раздражения мана. Ведь играем мы также против человека, который может выйти на эмоции и совершить ошибку. Каждая стартовая речь, будь то сурва или мана, уникальна для того или иного персонажа, что позволит лучше понять опять-таки их характер и отношение к ситуации. У всех персонажей, кто так или иначе специализируется на уроне, имеется повышенная скорость бега. Правда, так было не сразу. Это Сэм, Бека и Джилл. Собственно, это весь общий геймплей за выживших. Задача кукловода же довести таймер до нуля, тем самым не дать сбежать сурвам. Именно геймплей за него и является изюминкой данной игры. Как я уже говорил, всего кукловодов 5, и каждый специализируется на чем-то своем. Конечно, можно попытаться составить один спек на всех, но работать это будет вряд ли, хотя игра не запрещает экспериментировать. Однако перед началом за него лучше всего заглянуть в редактор и обнаружить, что ключи в первой зоне лежат не в рандомном порядке. Их месторасположение определяет кукловод. Конечно, засунуть их куда-то в задницу нельзя, а лишь в строго определенные места, которые опытные выжившие все знают. Но это не отменяет того факта, что придется бегать почти по всем местам. Некоторые раскидывают ключи по всей локации и пытаются каждый удержать, в то время как другие засунут их все в одно место и будут пытаться давить толпой. Или же, наоборот, расположить ключи максимально близко к выжившим, чтобы те быстро их собрали и у них не было возможности хорошо залутаться и закупиться во второй зоне. Во второй арене терминал расставляет также сам кукловод по той же схеме. А вот месторасположение Йорика может стать удивлением и для самого мана. Нет, он, конечно, тоже появляется только в определенных местах. Но суть в том, что заранее мастермайнд его тоже не знает. Одно такое дебильное место Йорика было исправлено, ибо на второй зоне в локации казино он стоял практически около сейврума выживших и всегда сразу был убит, что сильно упрощало задачу игрокам по ту сторону. Если место не устраивает кукловода, то пока выживший закупается, он может взять зомби-полицейского под контроль и отвезти в другую точку, что опытные выжившие сразу выкупят и начнут прорабатывать маршрут. Важно помнить, что после убийства Йорика сурвы начинают бегать вместе, в
теории они и до этого могли так делать, но это не в их пользу, так как гораздо дольше. В первой зоне в основном всегда разделяется подвое, чтобы быстрее найти ключи. Также и во второй зоне, когда ищут Йорика. А после этого и до конца буду продвигаться полной командой, и противостоять им станет заметно сложнее. В третьей зоне Кукол также понятия не имеет, где и какое биоядро станет активным, пока не загрузится карта. И слава богу, иначе они бы постоянно были где-то в ебенях. Помимо этого, Ман может заранее поставить тех или иных противников в нужные места. То есть для того, чтобы стартовые зомби и ловушки уже были готовы к бою, пока выжившие закупаются. Без каких-либо затрат биоэнергии. А также настроить, какие двери будут закрыты, а какие нет. Специализации манов я трону позже, поэтому пока пробежимся также по основному геймплею за кукловода, чтобы вы лучше понимали картину. Он наблюдает за всем происходящим с камер, которые расставлены буквально везде, между которыми он может свободно перемещаться. Активная камера для выживших светится оранжевым цветом с ником игрока на мане. Если камера уничтожена, пока игрок сидит на ней, то выживший получит дополнительное время. Для того, чтобы выставлять бабаек, Ман использует биоэнергию, которая ограничена по умолчанию 10 единицами. Каждый более сильный зомби или же ловушка стоит дороже, и просто так спамить не получится. Энергия сама по себе восстанавливается медленно, где же тогда ее брать? Скажу чуть позже. Задача Мана – довести таймер до нуля. Время будет вычитаться при нанесении урона выжившим. К примеру, от обычной атаки зомби руками вылетает минус 1 секунда, за укус – 15 секунд, за ловушки – минус 5, за смерть выжившего – минус 30 и так далее. Как я уже упомянул, помимо зомби, кукловод может использовать ловушки в виде капканов, мин, а также пулеметов, винтовок, которые крепятся к самой камере. У него в распоряжении есть куча модулей, которые дают разные бонусы. К примеру, снижение стоимости на существ, ловушки, пушки, увеличенный заряд биоэнергии и всякое такое. Чтобы более эффективно попытаться надрать жопу сурвам, кукловод может брать практически всех зомби под свой контроль. Точнее, не то что попытаться, это именно необходимость за большинство манов. У зомби, который находится под контролем игрока, начинает светиться красным глаза, и сам он начинает двигаться по-другому, так как управляемый зомби становится в разы мобильнее и может делать до 3 атак за раз, задевая как одного, так и нескольких выживших, так еще и делает захват с укусом. Бродячую фауну можно сделать еще более полезной, ведь имеется ряд бафов, которые изначально были в виде 4 шприцов. Первый – это бешенство. Зомби, которые были усилены им, начинают двигаться гораздо быстрее, особенно под управлением Куколда. Позволяет все это быстро сократить дистанцию и маневрировать от выстрелов более удачно. Аура у зомби, которые бафнуты этим шприцом, красная. Регенерация. Также название говорит само за себя и постепенно восстанавливает зомби ХП. Особенно если учесть, что выжившие часто могут не добить его, а он тем временем восполнит здоровье и по новой начнет делать мозги. Заметить таких противников также легко, по ним время от времени будет пробегать зеленое свечение. Инфекция. Помимо определенных карт зомби, которые рождаются уже с этим бафом, можно усилить и остальных. И выжившие при укусе, да и в любом случае при получении урона, будут заражаться и выкашивать время. Инфекция, конечно, повышается у них и без этого, но с этим усилением все происходит гораздо быстрее. При этом не обязательно даже наносить урон. Достаточно просто находиться в близкой дистанции с ними. Или же, чтобы они стояли рядом с недобитым зомби, как уровень инфекции незаметно начнет повышаться. От существ, которые находятся под этим бафом, исходит фиолетовая аура. Четвертый шприц – поглощение энергии или же пиявка. Без этого шприца играть, наверное, будет вообще невозможно, тем более сейчас. Именно он дает энергию ману. Все существа, которые были усилены данным шприцом, будут приносить Куколду энергию, если они нанесли повреждения выжившему. И если слишком сильно будут подставляться, то ман может устроить дикий спам зомбями. У существ, которые находятся под этим усилением, изо рта исходит некое свечение. Однако засрать прям всю арену не получится, так как каждая зона имеет ограничения. На одном противнике могут находиться сразу все бафы. В этом нет никаких ограничений. Минус всего этого в том, что все это заряжается и разряжается в течение нескольких секунд. Также можно сделать только 3 выстрела из шприца, чтобы усилить толпу. И это делается не бесшумно, и выжившие сразу могут определить, где Куколд готовит подлянку.
К тому же карта выпадает почти рандомно, а энергия не бесконечная и невозможно подготовить полноценную оборону сразу в нескольких комнатах. Решение пришло позже с патчем. В игру были добавлены бафы, которые распространяются сразу по всей карте и наделяют всех существ данным усилением, будь то бешенство, инфекция и т.д. С этим играть в разы стало удобнее, можно даже брать выживших на пон с помощью этого. Но стоит, конечно, все это дело чуть более дорогой биоэнергии. Да и выкатить и использовать того зомби или тот самый баф по желанию не получится, так как у мана светит за раз лишь 4 карты из 11 доступных, которые редактируются перед матчем. То есть ману приходится подстраиваться под ситуации на ходу, и бывает рандом очень сильно идет против тебя. Изначально все кукловоды, кроме Аннет, были закрыты, и чтобы открыть следующего, нужно было качнуть предыдущего до определенного уровня. Также вначале нельзя было редактировать колоду до 5-го левела. То есть при смене куколда и до момента, когда ты сможешь редактировать колоду, ты натурально сосал у каждого сурва, которые пляшут на выходе. Добавь сюда еще то, что у каждого мана, помимо эксклюзивных карт, есть еще общие, которые могут ставиться кому угодно. И для более комфортной игры нужно было отыграть за всех кукловодов и открыть все карты. К примеру, вышеупомянутый баф в виде поглощения энергии открывался у Спенсера, а он на секунду 4-й кукловод по счету. Инфекция, к примеру, у Алекс, карта Ликера, у Аннет и так далее. Но не только зомбями придется топить сурвов в крови. У каждого мастермайнда есть мощный навык, который заряжается со временем, и в среднем получается выкатить его где-то 3 раза за один матч. Плюс, он у всех разный, и не у всех еще управляемый. Это особое БЛО, к примеру, в виде тирана, который намного эффективно сможет выпиливать выживших, и который также находится под контролем игрока. Он наносит более сильный урон, сокращает дистанцию намного быстрее и имеет ваншотную атаку. Однако бессмертной машиной он не является и может быть оглушен как гранатой на какое-то время, так и выведен из строя также на определенное время, если выжившие нанесут серьезный урон. Помимо этого, куколд может выключать свет в комнате, разделять выживших между собой, закрывая двери, в которые придется долбиться, или же активировать лифт, чтобы также временно задержать противников. Однако на постоянной основе это делать не получится, так как есть ограничение в виде ЕИС, которое также перезаряжается. Если выжившим удалось активировать выход в 3-й зоне, то ваша энергия моментально восполнится, и скорость ее восстановления увеличится значительно, тем самым давая вам последний шанс на победу. Мы уже разобрали общий геймплей за выживших, теперь давайте глянем на каждого из них, на их специализацию и кто что может предъявить ману. Изначально я хотел что за одну сторону, что за другую рассказать абсолютно про все навыки, включая названия и так далее. Но буквально в последний момент передумал, ибо ролик получился бы больше 2 часов. Да и в любом случае почти все я трону, и так видео будет выглядеть каким-то более цельным. А если видос зайдет, или же если я сам захочу, то можно будет сделать отдельные гайды по сурвам и манам. Валери. В команде может меняться кто угодно, но Лера всегда должна быть в ней, так как является медиком, в чем, собственно, и заключаются ее способности. С помощью ее навыка лихорадки она может поднять всю команду на ноги. Первая вариация мало того, что поднимет павших товарищей, но еще лечит от инфекции. Почти как и третий вариант. Он точно такой же, за тем исключением, что дает баф желтой травы. Пока эта банка стоит, выжившие будут регениться. И даже смогут отбиваться, стоя в ней в течение определенного времени. Но хилит она медленно, и можно еще несколько раз упасть и успеть подняться, пока она действует. Желтые баллоны же обычно ставят заранее, чтобы дать сразу усиление команде и снизить смерть к минимуму. Второй вариант заменяет спрей Леры на лечебный пистолет, который намного быстрее восстанавливает ХП. И Лера даже может выбирать направление, кого лечить, и сама при этом двигаться. Но есть 2 недостатка. При активации ее могут сразу же сбить одним ударом, и при этом ульта будет считаться использованной. А также она не дает никаких бафов и не лечит от инфекции. В настоящее время вообще не актуально, как и желтые баллоны. В какое-то время пистолет, конечно, был хорош, до тех пор, пока маны не начали засирать арену зомбями, и в каждой зоне было невозможно просто пробежать мимо зомби и не заразиться.
С желтыми баллонами тоже как-то бегали, но только ради того, чтобы спастись опять-таки от определенных манов, которые в свое время дико раздражали. Но на этом ее плюсы не заканчивается. Она имеет под личным навыком некий сканер, который также имеется в 3 вариациях. Первая помогает видеть сквозь стены всех существ, которые попали в этот радиус. Вторая точно такая же, но только с ловушками. И третья с камерами. Вдобавок Лера может помечать все ништяки, которые лежат в окрестности и не были вовремя замечены игроками. Очень полезно в темноте или если ман использовал сильную карту и ослепил выживших. Дико полезно, когда кукловод вызывает особое БО. И если все решили кинуться в рассыпную, то очень полезно будет, если Лера просканит его, и будет видно его маневры. За Леру нужно грамотно играть. Не стоит забывать также, что те существа, и не только, кто попал под сканер, начинают получать больше урона, примерно до 30%. В том числе и биоядра в 3-й зоне. Конечно же, основа это ставить сканер против существ, по той причине, что как ни крути, в основном все играют существами. Мины это та еще бесполезная херь, ведь даже если она будет отмечена, то все равно кто-то наступит на нее. С камерами дела уже лучше, ведь это будет полезно не только против куколдов, которые играют от камер, а вообще против всех. Но если учесть, что многие игроки вообще даже не смотрят в сторону камер, то этот навык можно списывать на нет. Да и по себе знаешь, что Лера начинает раздражать, когда видишь, что кто-то поставил ей сканер не на существ. Понятно, что ломиться в эпицентр боя за нее не надо, но и сидеть в углу тоже. Желательно находиться где-то около своей команды, так как у нее очень полезные навыки, которые могут помочь в тех или иных ситуациях. И речь не только о поднятии на ноги, а, к примеру, устойчивость инфекции, которая поможет продолжать бой стабильно, или же сканер, который поможет закончить бой быстрее. У нее очень много навыков, которые работают на команду. Например, усиленный эффект от исцеляющих средств, как для Леры, так и опять-таки для ближайших союзников. То есть, если трава восполняла 30% хп, то станет 80%. И пока Лера рядом с командой, этот эффект передается и им. Как я говорил, ман может усилить своих зомби и делать более быстрыми, более заразными и так вплоть до 4 бафов на одном зомби. С помощью выстрела в голову и нужного пассивного навыка она может снимать эти бафы. Один выстрел, один баф, если попадешь. Но силу навыков другого персонажа теперь это лучше не использовать. При использовании синей травы, как для Леры, так и для ближайших союзников, появляется временный иммунитет к инфекции. То есть можно получать урон или стоять прямо в дыму заражения, не боясь закашляться. Ваш выбор на настоящий момент. Она может дико усилить действие желтых трав на нее саму, что рождает один из неплохих билдов. Ведь при правильно поставленном спеке ее просто нереально будет убить при том условии, что она скушала желтую траву. Она может даже пережить смертельный ваншот Немезиса из ракетницы, в то время как другой любой перс, даже под желтухой, уложится на живот. Данный спек очень поможет ей тогда, когда вся команда легла. Однако это может сыграть и в противовес, и опытный ман может заспамить ее укусами и чисто на ней слить много времени выжившим. С желтым билдом, пока действует трава, Лера становится дамагером и может нехило так всаживать урон. Она может поставить навык, чтобы убитые существа оставляли разные виды гранат, что полезно, если ман засирает всю зону, а нужных в магазине не было или уже растрачены. К тому же, видеть и подбирать, она может поставить навык, чтобы убитые существа оставляли разные виды гранат, что полезно, если ман засирает всю зону, а нужных в магазине не было или уже растрачены. К тому же, видеть и подбирать их может не только она, а вся команда. Девочка она не такая уж и беззащитная, и может вырваться из захвата, если ее схватит зомби, засунув тому в пасть гранату, и избежать как обычного урона, так и ваншота. Не работает против особого БО. Однако бессмертия в этот момент у нее нет. И пока анимация не кончилась, она и так может потерять все здоровье, если кто-то будет наносить урон со стороны. И по окончанию анимации Лера начнет животом вытирать полы. Лера может уничтожать ловушки, не вызывая их срабатывания. Сам по себе может показаться бесполезным навык до тех пор, пока вы не столкнетесь с определенными билдами куколдов, который взрывает мину сразу же после установки. Но даже в этом случае нужно очень быстро реагировать и делать точные выстрелы в мину. И последний навык для Леры, который я честно не юзал и хер знает, как он точно работает, поэтому просто прочитаю, что написано. Увеличивает наносимый урон, отключает камеры и увеличивает силу отбрасывания пистолетов, снижая Маппа, Матильды и Квика. И при этом эти пистолеты имеют расход на один заряд боеприпасов больше при перезарядке.
Одной в закрытой комнате с маном ей лучше не оставаться, так как Лера выбивает дверь намного дольше, чем любой другой персонаж. Не стоит и забывать, что ХП у нее, как у некоторых других, самое маленькое, а именно 1100, хотя поначалу было 1200. Несмотря на то, что Лера не сильно может в милишное оружие, но на нее существует такой билд, но врать не буду, ее я не использовал. При игре в команде в основном ставится все против инфекции и деактивация мин без взрыва. Также некие умения на подбор кредитов, которые увеличивают значение поднятых денег в отличие от дефолта. Работает в основном опять-таки в команде и обговаривается заранее, дабы другие выжившие не поднимали кредиты. И тем самым после перехода в другую зону можно будет позволить закупиться себе серьезнее, чем обычно. Напомню, что все, что я перечислил, это разные навыки, которые не могут присутствовать сразу все в матче. У нее есть где разгуляться, и каждый сможет подобрать то, что ему больше нравится. Также хочу сказать, что за эту, что за другую сторону можно усиливать своего персонажа еще 4 способностями, которые выбиваются в ящиках. Их довольно-таки много, и все они примерно такого типа: снижение инфекции 1, 2 и 3 уровня, увеличенный урон от гранат, просто урон, крит, снижение перезарядки личных навыков и лихорадки. В случае мана примерно так же, но только урон от зомби, больше шансов заразиться инфекцией, более быстрое восстановление от камер и прочее. Все билды, завязанные с этим, я упоминать не буду, ибо существует их довольно-таки много. Disabling a camera. Джен. Январь — единственная, кто напрямую может потирать кукловоду, не только ломая камеры. Хоть как хакер специализируется она в основном на этом. Она так же, как и Лера, не дамагер и играет роль своего рода поддержки, и на ней висит ответственность намного больше, чем на других персонажах. Зомбей, конечно, убивать надо, но фокусироваться нужно именно на камерах. Однако, какой бы хороший игрок ни сидел на Джен, она толком ничего не сделает, если ее не будут крыть. Ведь зачастую просто может не быть возможности поднять прицел вверх, так как постоянно окружает зомби. ХП у Джен среднее количество, равное 1200. С помощью своего хакерского прибора Джен может использовать навык лихорадки и временно поднять цены мастермайнду на выставление той или иной карте в виде зомби, ликера и т.д. Если у мана мало энергии или ему просто жалко тратить, то он не будет ничего выкатывать, и выжившие смогут просто пробежать определенную зону. Это при том условии, если комната пуста. В ином же случае Кукоут, чтобы не просирать время, либо вселится в зомби, либо вызовет собственное более сильное БО, надо это учитывать. Второй вариант ульты — это отключение вращения камер. Само по себе довольно-таки бесполезная вещь, ведь по всем картам их достаточно, чтобы переключиться на другое. Да и несмотря на то, что камера не может вертеться, Кукоут все равно может продолжить выставлять недругов в той зоне, которую он видит. Но пару раз поставив в неудобное положение, это может. Эффективно только против тех манов, кто играет от камер, но и тут есть минус. Опытные кукловоды, зная, что у Джен стоит этот навык, заранее разворачивают камеры в нужное положение. Ну да, также эта способность поможет легко обезвредить часовых, которые не являются под контролем мана. Третий вариант. Джен отключает кукловоду способность активировать мины, лифты, закрывать двери, выключать свет и, главное, вселяться в зомби, что очень может быть полезно, если правильно подгадать и вовремя использовать. Да и перезаряжается этот навык быстрее всех. Однако его правильное опять-таки использование приходит с опытом, и приходится буквально стараться просчитать тот или иной мув мана. В целом в этом и состоит игра за Джен. Личным навыком на Январь может глушить сигнал с камер. С помощью первого варианта она просто быстро выключает камеру. Данный навык будет считаться использован только если камера была сломана. То есть если ман с камеры сбежал, использование этого навыка можно отменить. А если учесть, что все пытаются именно сбежать с камеры, то это все может превратиться в такую мини-игру. Ман выжидает до последней секунды и пытается сбежать с камеры, и пофиг, что она будет сломана. Главное, что Джен на некоторое время потеряет возможность использовать эту способность. Но если не успеет, выживший получит дополнительное время. Однако и игрок на Джен может попытаться предугадать это и в последнюю секунду отменить навык, тем самым просто выгнав с камеры кукловода. А если переиграть не получилось, Джен будет открыта для прямой атаки с камеры. Тут уже кто кого переиграет.
Этой способностью она может нанести урон камеры, даже которая уже сломана и почти восстановилась, и тем самым выиграть еще немного времени. Джен помимо быстрого отключения может блокировать уже сломанную камеру. Нет, конечно, она может и сломать ее этой же способностью, но время для этого потребуется значительно дольше. Но после поломки ее можно удерживать, нанося урон определенное время. Лучше камеру ковырять вручную и только потом уже пытаться схватить. Однако и у этого есть минус. Как и лечебный пистолет Валери, его могут сбить одной атакой, и навык будет просран, хотя откатывается он быстрее, чем прошлый в 2 раза. Сама Джен не может двигаться во время его применения, и быстро отменить его, как и все другие вариации личного навыка, заметив опасность, не получится. Вредоносная программа. Такой своеобразный способ сыграть на опережение и заранее заразить камеру вирусом. Если ман на данной камере попробует что-то выкатить, то она сразу сломается. Исключением является особый вид БО, типа тиранов и так далее. Однако и законтрить Куколд это можно, поставив щит, если он у него имеется в колоде. И если он, конечно, вообще заметит, что камера заражена. Сигналом для него является еле заметное фиолетовое свечение, которое так или иначе кинется в глаза. Данная способность плоха тем, что Джен постоянно где-то бегает и почти не участвует в битвах. Она может либо заразить камеру около перехода в следующую зону, или же где-то на терминал. Но это все требует также определенного спека. У Джен, как у хакера, идет повышенный урон по камерам по умолчанию. Будь то заряженные оружием или просто обычные. Урон сильно ощущается по сравнению с другими персонажами, но теперь, к сожалению, не слишком актуально в силу некоторых кукловодов. Но вполне играбельно и так или иначе применимо ко всем манам. Однако сейчас самый юзабельный это другой перк, так как он наносит колоссальный урон по камерам, которые заряжены чем угодно. Будь то шприц, пулемет, воздушка, сетка и прочее. При правильном спеке и нужном оружии Джен начинает ваншотить эти камеры. Но если попался ман, который играет от зомби и не заряжает камеру ничем подобным, то урон у Джен будет по умолчанию такой же, как у всех. И, к сожалению, совместить навыки нельзя, и в любом случае Джен где-то будет сосать. Либо не будет урона по заряженным камерам, либо по обычным. Как говорится, здесь не угадаешь. Она может при попадании в камеру, на которой сидит ман, воровать небольшое количество кредитов, или же останавливать перезарядку биоэнергии. Но там настолько незначительное время, что лучше его вообще не использовать. Да и вряд ли игрок будет сидеть на камере и смотреть, как ему прилетают пули. Также в магазине может начать продаваться более сильное оружие, которым может вывалиться только из зомби-грузчиков, такие как огнемет, миниган и подобное. Происходит это рандомно и какое-то время было очень актуально, если в команде есть Бекка, так как Джена могла купить АТМ и скинуть ей, а та в свою очередь использует свою ульту. Из ее магазина можно сделать своего рода аптеку, так как там начнутся продаваться все средства восстановления, а именно спреи каждого вида. Или же при каждом использовании навыка лихорадки в магазине абсолютно бесплатно могут появиться определенное количество, к примеру, патронов. Конкретно ультимативных спеков на нее не припомню, все они связаны в той или иной степени с какими-то другими умениями, которые ты ставишь себе сам. Можно поставить скидку на Джен и ее пассивными навыками добить декодером, закупиться необходимым оружием или патронами и скидывать дамагером. У Джен есть много приколов, связанных с магазином, начиная от скидки, которая снижает цены на неогнестрельное оружие, и при необходимости можно составить спек, в котором все будет продаваться довольно-таки дешево, и можно будет скидывать команде те или иные вещи. Да и без всяких декодеров цены неплохо отличаются, и если угореть по этому навыку, из-за цен в магазине играть за других персов будет непривычно. Есть ваншотная Джен, билд которой связан с уничтожением камерам с одного выстрела при помощи пистолета Райден. При желании можно найти и сделать что-то под себя, но, повторюсь, в любом случае чего-то будет не хватать. Но в первую очередь это камеры, особенно если ман играет от них. Если Куколд редко сидит на них и в основном берет зомби под контроль, то также своевременное ее снесение поможет значительно выиграть время, так как у таких Куколдов, как правило, нет сильной защиты для камер. Но бывает просто не получается фокусироваться на них, так как перед глазами бродят более опасные товарищи, и лучше заранее стараться оповещать товарищей о том, что ты схватил ту или иную камеру, и тебе требуется какое-никакое прикрытие. Урон по камерам также можно разогнать и другому персонажу, но ваншотить заряженные может только Джен. Да и ее способности ломать камеры на дальних дистанциях делают свое дело.
К тому же, ее ульта, которая может направить битву против самого Кукоуда, играет роль. Но в любом случае, многие отыгрывают за нее неправильно. We're gonna live longer than this guy if we all stick together. Тайрон Генри. В команде является танком, так как имеет самый большой запас здоровья – 1300. Милишник по умолчанию, как нетрудно догадаться, находится в эпицентре боя на более близкой дистанции. Тайрона помимо обороны можно использовать как некого лекаря, ведь на него существует билд под названием Доктор, где он буквально за секунду поднимает павшего товарища. В основном ему ставят также флешки для того, чтобы он более быстро активировал терминалы, увеличенная прочность, а также урон. Он может пинать туда-сюда особое БОО, агрить врагов на атаки, пока их расстреливает. Более безопасно выбивать двери, а также имеет полезный навык лихорадки, который может спасти всю команду. С помощью навыка лихорадки, а именно мотивирующим криком, он поднимает дух команды. И первой вариации дает очень хорошую броню ближайшим напарникам, которые могут пережить даже прямой выстрел усиленной ракетницы Немезиса. Несомненно, самая ходовая ульта. Вторая же заметно хуже, и непонятно, почему она не стоит первой, ведь банально восстанавливает здоровье, которое также можно сразу просрать. Третья уже чуть-чуть лучше второй, так как попавшие товарищи под его крик начинают быстро бегать, что может сильно помочь вырваться из засранной комнаты или добежать до выхода и тому подобное. Личным навыком Тайрон использует пинок ногой. Как нетрудно догадаться, сносит противника с ног. А если учесть, что у некоторых манов есть спеки, при которых их невозможно ничем толком застанить, кроме Кашимы, которые ввели в игру значительно позже, то его пинок очень кстати. Также, если, к примеру, Тиран или Биркин схватил напарника или собрался провести ваншотную атаку, а спасти граната и флешка нет возможности, то нога затащит. Хоть и выглядит это очень комично. Хотя, опять же, в силу пинга, ногой бывает попасть почти нереально. Вторая вариация пинка ничем толком не отличается, кроме того, как увеличивается урон, и Тайрон может вышибать почти все двери с одного удара. Хотя другим членам команды может понадобиться 3 или 4. Вдобавок, анимация выбивания дверей у него уникальная, и он один, кто сможет при идеальном соединении избежать урона от зомби или же сократить его от взрыва мин, так как не влетает в дверь, как другие, выбивая ее плечом. Третий вариант. Меняет анимацию удара и значительно увеличивает урон. Ровно так же, как и время перезарядки. И почему-то, играя за него, игроки ведут себя более агрессивно, даже если ман ничего не делает. Тайрон может получать пониженный урон от ловушек. Сам по себе навык может показаться бесполезным поначалу, если смотреть под ноги, до тех пор, пока вы не встретитесь с манами, которые ставят мину под ногами и тут же взрывает ее. У него имеется значительно пониженный урон, получаемый при выбивании дверей. А если учесть, что маны любят либо сразу взрывать, либо бить, либо хватать после открытия дверей, данный навык спасает. Также он имеет пониженный урон от существ и ульты мана в виде тирана и так далее. Ему намного легче помогать своим напарникам, если они попались в ловушку или же оказались сбиты с ног. Как я уже говорил, если разогнать навык, Тайрон сможет поднимать буквально за пару секунд. Как милишнику, ему нужна повышенная прочность оружия ближнего боя, что очень полезно сама по себе, так как придется меньше тратиться на ремонтники, особенно если в руках Кашима, которая ломается за 3 удара. Также, если враг лежит на земле, то гарантирован критический удар. Он может восстанавливать здоровье автоматически, если оно на низком уровне, а также самостоятельно встать на ноги без чьей-то помощи. Однако, сделать это можно только один раз за матч. Да и без палева это провернуть не получится, так как Тайрон все равно будет бубнить себе под нос, что его кто-то спас. Да и иконки в левом верхнем углу будут подсказывать ману. Не может быть схвачен большинством захватов, в том числе под управлением кукловода, под контролем зомби. Сэм. С помощью ульты Сэм может использовать свои боксерские навыки и пустить в ход кулаки. Это единственный персонаж, у которого нет ножа, а предпочтение он отдает именно рукопашке. Как нетрудно догадаться, из милишников это самый сильный персонаж. Дамагер. Вдобавок он лучше всех владеет кувалдой. Своей ультой он активирует стальные кулаки, и во время нее он не может пользоваться другим оружием.
Во время ульты у него увеличивается урон от стальных кулаков. Либо повышается шанс критического удара, или же восстанавливает здоровье Сэма, пока активирована ульта, а также за убийство противников. ХП восстанавливается по 50 единиц, как первая способность Леры. Забавно, что раньше он хилил себе по 80 единиц ХП. Но это было понерфено, так как его было натурально тяжело убить. Даже за Немезиса, который зажал его в угол. Но хорошего применения его ульте я не нашел, и мой билд был обычно другой. Имеет 1200 хп. Хотя у него чуть меньше здоровья, чем у Тайрона, но из-за более повышенного урона всегда также находится в эпицентре боя. И в основном первый встречает противника своим личным навыком, а именно рывком с ударом. И как правило, при идеальном пинге его удар в приоритете. Наверное, самый полезный навык Сэма, так как позволяет моментально застанить противника. И дальше более эффективно накидать ему в пачку. Или просто выиграть время. Не работает против некоторых спеков мана, а также во время пинга. В этом случае ты будто специально прыгаешь в объятия зомби. После рывка у Сэма увеличивается урон на 5 секунд по существам и особому БЛУ. Если учесть, что рывок Сэма используется всегда, то вы не должны почувствовать дискомфорт, будто вас заставляет его делать. Исключением может являться биоядро. За место повышенного урона у Сэма немного может восполняться ХП от рывка с ударом и убираться инфекция. Если кто-то использует на нем огнестрел, то про вас тоже не забыли. После рывка моментально перезаряжается все огнестрельное оружие, которое имеется из Сэма. Если, конечно, кто-то, играя за него, вообще будет бегать с огнестрелом, хотя при желании также можно подобрать интересную сборку. Может также перемещаться более быстро, используя рывок, но не прожимая удар. Как я говорил, Сэм сильный мили-боец, и первый пассивный навык значительно увеличивает урон, наносимый всем и всему подряд. Можно сделать еще сильнее, но тогда оружие ближнего боя быстрее ломается. Раньше это было самое актуальное до тех пор, пока не нерфанули, так как Сэм почти в одиночку мог разнести толпу даже самых сильных зомби. Но требовалось гораздо больше ремонтных наборов, чем обычно. Есть более рискованная способность. Чем ниже здоровье Сэма, тем сильнее становятся его атаки. Особенно заметно на биоядрах, если подбежать с минимальным ХП, принять желтую траву и использовать сканер Леры. Но это лучше юзать, играя в команде, чтобы прикрывали, а также не тырили желтую траву на постоянной основе. Однако с низким ХП постоянно бегать это опасно, и можно сразу же все засрать самому себе в первой комнате. Сэм не станется от некоторых атак противника при одной из способностей, что на практике не сильно заметно, но имеет место быть. Пачка пассивных навыков банально завязана с более быстрой перезарядкой стальных кулаков. К примеру, за каждое убийство врага, за килл при особом добивании, если существо попало под рывок с ударом, или же просто чем ниже здоровье Сэма. Однако он, как все мили, подвержен большему заражению инфекции. Большое количество синих трав иметь обязательно. Также способность Леры на инфекцию здесь будет очень кстати. У него, как заметите, почти нет способностей, которые работали бы на команду. Оно и понятно, все-таки не поддержка. Но во времена, назовем его так, демо-версии, его прозвали отсосником, хотя это в корне не так. Мартин. Его основная задача, как и Леры, это поддержка и подтирание кукловоду. И особенно он может довести его до тряски. У Мартина вообще нет бесполезных навыков. И охота, чтобы они сразу все присутствовали в матче. Очень сильная поддержка и тот самый перс, который может заставить Мана пересмотреть стратегию боя. Мартин считает и бесконечная световая граната за счет своего навыка лихорадки. Это шок-дубинка, которая спускает ослепляющую вспышку, которая работает опять-таки как флешка. Первый вариант – усиление паралича. Просто дольше обычного держит противника в оглушении, прям конкретно дольше. За это время команда вполне может успеть либо продвинуться дальше, либо разнести толпу противника. Вторая же нацелена просто на быструю перезарядку самого светильника, которая поможет перевести дух. Особенно, если ускорить ему перезарядку еще больше, то можно будет светить им, если не в каждой комнате, то достаточно часто, что при игре за мана опять-таки натурально раздражает. И третий. Ударная волна. Слепит самого кукловода, если он находится в этот момент в ближайшей камере, так еще и вдобавок разряжает все ближайшие мины.
Но перезаряжается он значительно дольше. Очень полезный навык, так как даже при овертайме можно выиграть дополнительное время. Или же наказать мана за излишнюю уверенность. А если усилить пассивным навыком, то Мартин сможет снимать все бафы, абсолютно все, за раз. И при правильно поставленном навыке, не только ультой, а еще и световыми гранатами. На тот момент это могли делать только два персонажа. Лера, которая снимала один выстрелом, одно усиление, да и то в голову. Да и то надо было попасть. Особенно с пингом. И Бека, но про нее дальше. При открытии этого навыка сразу же лучше ставить его и забыть про другие, поскольку он буквально одной ультой снимет бешенство, что поможет легче целиться в зомби, регенерацию, что сэкономит патроны товарищам, инфекцию, дабы не выкашивать время, и самое главное пиявку, чтобы ман не получал энергии. Играя в команде, все флешки, или по крайней мере большинство, лучше скидывать ему. Он может засрать всю локацию минами, а ман будет натыкаться на них везде. Это его личный навык. Мартин может ставить собственные мины. Это может быть просто как электронная мина, которая помимо небольшого урона на пару секунд застанет противника, и время хватит, к примеру, чтобы перезарядить дробовик. Их в основном ставят в те места, куда героям точно нужно будет возвращаться, к примеру, около терминалов или же перед закрытой дверью, ведь если Куколд попробует ворваться, он сразу же застанется. Не работает против ультимана. Или же зажигательная мина, которая чуть мощнее, но станет противников еще меньше, чем на пару секунд. Зато работает на тиранах, биркинах и так далее. При этом он может сжечь Айви, или же спасти от некоторых захватов особого БО. Мартин может глушить сигнал с камер своей мины, которая не дает Куколду в течение определенного времени засирать комнату в определенном радиусе. Но сама же будет сломана, если хоть какой-то левый инзабаг наступит на нее. Казалось бы, все круто, но в основном придется бежать впереди поезда и команды. Вынуждена отделяться, чтобы сыграть на опережение, и карта не всегда стоит свеч, ведь ман может это предугадать. А даже если не догадается, то не факт, что все равно успеешь. Но если успеешь... Хотя сам по себе он не мили, но на него также имеется милишный билд. Да и машется палками он быстрее, чем Джен и Лера. Да, у него также есть способность, которая повышает шанс критического удара и повышает прочность отремонтированного оружия. Ему можно поставить значительное сопротивление инфекции, а если накинуть еще пару подобных перков, то про синюю траву можно забыть. Или же сделай почти невосприимчивым к огнестрелу, что в свое время дико помогало против Николая, ибо он доставал конкретно. Мартин не то чтобы срать хотел, но довольно-таки сильно это ощущалось, даже по сравнению с ультой Тайрона. По дефолту, Мартин обезвреживает ловушки намного быстрее, чем с другими способностями. И если ее заменять, то Мартин может поставить свою собственную мину без потери личного навыка, после того, как он обезвредил ловушку, поставленную кукловодом. Неплохая способность, которая уменьшает получаемый урон, если на Мартина нападут во время того, пока он будет обезвреживать мины. А также после успешного диффуза на короткое время повышается скорость бега. Но имба — это способность, которая позволяет Мартину бегать по минам. Удобная, но проблема кроется в напарниках, которые не знают, что у тебя стоит именно эта способность. Ведь зачастую при выбивании двери игрок за Мартина может сразу ломануться дальше, и напарники подумают, что мин нет, и в итоге взорвутся все. Мартин, кстати, через двери может видеть мины. Конечно, не так, как Лера, а только иконку взаимодействия. Плюс у него, как у Леры, инвентарь расширен на 2 слота. Забыл сказать выше. И если же не знаете, кого взять при игре в первый раз, Мартин – ваш выбор. Хотя играть за него тоже нужно уметь. ХП, кстати, у Мартина раньше был меньше всего – 1000. И игроки, играя за него, часто вытирали полы, но благо его подняли до 1100. Бека. Самый сильный дамагер по огнестрелу. И как у Сэма, у нее почти все будет концентрироваться именно на этом. Много билдов на нее даже не пытается делать, а в основном бегают с билдом на криты, который очень хорошо у нее вылетает. Навык лихорадки, свинцовый ливень. Во всех 3 вариациях Бека может активировать на ненадолгий промежуток времени бесконечные патроны, даже в полностью пустом оружии, включая однозарядную ракетницу.
Используется в основном на колбу или же на большое количество противников. Не берем в расчет те случаи, когда порох кончился. Одна из вариаций ульты банально позволяет данному навыку перезаряжаться еще быстрее. Или же значительно повышает шанс критического удара, пока активирован свинцовый ливень. Действие третьей вариации ульты можно продлить, особенно если куколд хорошо засирает комнату, ведь чем больше будет попаданий в голову существ, тем дольше будет активен навык лихорадки. Именно она в коопе с Джен, у которой стоит нужный навык киберпонедельника, раньше творила чудеса. Или же наоборот, тут уже кому как. Если у января в магазине получалось купить ЭТМ, то Бека могла начать раскидывать толпу практически сразу, что довольно-таки быстро исправили, ибо многие это сильно обузили. Теперь у АТМ снизили урон, и если Бека использует его при ульте, то время навыка лихорадки снижается. Бека без проблем может посадить тирана на колено или быстро разнести толпу, при условии, если будет попадать в голову и будут вылетать криты. В принципе, если дать ей подбежать к биоядру, как СМу, и прикрывать, она его унесет довольно-таки быстро. Личным навыком Бека присаживается на одно колено для более точной стрельбы. Называется «Стойка часового». Она может сделать просто упор на сокращение времени входа-выхода из стойки и в стойку, или же повышать урон на небольшое время. Также значительно повысить силу отбрасывания, а также снимать бафы выстрелом в голову. Звучит прикольно, но не стоит забывать, что вокруг себя Бека крутиться не может, что в один момент может сыграть злую шутку. Можно попробовать и это. Чем дольше Бека сидит в стойке, тем выше становится урон, вплоть до двухкратного увеличения. Но не стоит обманываться и лучше не юзать, ведь долго сидеть вам не дадут, а те же биоядра вы сломаете намного быстрее в другой стойке. Стойка и урон, конечно, круто, но если тебя в этот момент не буду прикрывать, то ты станешь хорошей мишенью. А если учесть, что иногда это просто не получается сделать, по той причине, что зомби могут поставить тебе прямо под ноги. Да и просто в центре боя присаживаться, тем самым ограничивая свое перемещение, не сильно выгодно. В плане урона у Бекки есть несколько вариаций, которые также хороши. У нее может значительно повышаться урон, когда перекрестие полностью сфокусировано, или же с точностью наоборот. Просто значительно повышает урон от крита, или же первая пуля при полном магазине гарантированно дает крит, не действует на особое оружие при ульте. Несмотря на специализацию урона, она работает на команду чуть больше, чем Сэм. А здоровье, кстати, у нее 1100. С помощью ее пассивного навыка убитые противники из огнестрела оставляют небольшое количество боеприпасов, как просто при смерти, так и от выстрела в голову. Точно такая же схема касается и мин, но это уже отдельный навык. Ей можно поставить способность, которая уменьшает расход боеприпасов при перезарядке на 1 единицу для магнума и дробовика, но при этом убитые противники не оставляют никакого пороха. All enemies will be destroyed. You want stars? I'll give you stars. Джилл. Она своего рода уникальный персонаж и может как в миле, так и хорошо махается, особенно битой, и удар у нее чуть круговой, так и в огнестрел, особенно с ультой, и также является дамагером. Конечно, она не дотянет до Сэма или же Бекки, но тем не менее. Навык лихорадки Арсенал Старс. Первая вариация позволяет Джилл в качестве ульты использовать клинок самурая, который может наносить большой урон, если правильно установить билд. В ином же случае он говно. Джилл может доставать 4-зарядную ракетную установку, которая полезна, чтобы раскидать толпу, или же держать тирана в стане, пока товарищи продвигаются дальше. Однако перезаряжается она очень долго, и с ней практически все первые пассивные навыки идут нафиг, но об этом позже. И третья ульта – Хот-догер. Горящий нож, если его можно так назвать. Быстрая перезарядка и способность вырваться из захвата при активной ульте. В основном его носят не потому, что крутая способность, а опять-таки из-за быстрой перезарядки, которая помогает работать пассивным навыком. Джилл – это единственный персонаж, который умеет уворачиваться, что, соответственно, и есть ее личный навык. Уклонение. Можно поставить навык, который просто будет быстрее перезаряжать уворот, или же сделать упор на урон и шанс крита, после него на короткий промежуток времени. Но на деле специально делать уворот как-то не айс, ведь в основном после него идет смена позиции. Куда удачнее смотрится повышенная скорость бега после него. При полностью заряженной ульте Джилл может вырваться ножом из захвата, если навык лихорадки полностью откатился, конечно же.
но при побеге из захвата перезарядку ульты нужно будет дожидаться по новой, так как она немного снизится. Джилл иногда может служить заменой Джен в плане урона по камерам, так как у нее есть способность, которая увеличивает урон опять-таки по камерам и ловушкам, хотя в полной мере сделать она этого все равно не сможет, как и ваншотить камеры. Она умеет вскрывать двери при помощи отмычки и быть некой заменой Тайрону, без какого-либо долбления и неважно, насколько сильно дверь была закрыта, ведь кукловод может даже не услышать, что дверь открыта, пока он готовился к атаке. Опять-таки в угоду Тайрону она может быстро поднять павших союзников, но при этом восстановить им немного хп. Однако все эти навыки работают только тогда, когда навык лихорадки полностью заряжен, но не использован. Именно про это я говорил выше. Если игрок использует в качестве ульты ракетницу, то этими пассивными навыками можно даже не успеть воспользоваться, так как зачастую РПГ применяется сразу. Нож здесь имба в таком случае. Но если на то пошло, лучше использовать дамажные билд и клинок самурая, так как и перезарядка не такая долгая, да и ввалить с помощью него можно при необходимости. Она имеет комбо-атаку в ближнем бою. Помимо ножа, она машется еще и ногами. Во время стрельбы у Джилл может не расходиться перекрестие, даже если она двигается. Или же повысить урон, когда перекрестие полностью сфокусировано. Или более быстро двигаться во время прицеливания. Также может помочь сократить время для перезарядки навыка лихорадки, когда Джилл наносит урон с максимально сжатым перекрестием. Кукловод. У каждого кукловода есть 3 навыка в отличие от сурвов. И по 2 эксклюзивные карты для следующих зон. Также все могут обмениваться теми или иными картами, которые открываются опять-таки у каждого кукловода на определенном уровне, за исключением эксклюзивных. Давайте кратко глянем на общие карты, которые доступны всем кукловодам и которыми они могут обмениваться. Это могут быть как сразу доступные карты, так и те, которые открываются у одного из них со временем. Всем кукловодам по умолчанию доступны 5 вариантов набора карт, а именно то, с помощью чего Мастермайнд и будет портить жизнь выжившим. Конечно, доступно это все не сразу, и в любом случае придется качнуть каждого кукловода до определенного уровня, чтобы можно было составить удобный для себя билд. Все эти карты не бесплатные, и каждая требует затрат определенного количества биоэнергии. Первый набор карт — это существа, обычный рядовой зомби, или же сразу 2. Крепкие зомби. Название говорит само за себя, зомбак, который впитает в себя намного больше урона, чем вышеупомянутые товарищи. Частично бронированный зомби. У самого у него не так много хп, но проблема как раз таки в его броне, ведь куда угодно стрелять не получится. У него может быть как открыта только голова, или же одна нога с руками, что является его уязвимым местом. Зомби-крупье. Зомби-девушка, которая отличается от всех остальных тем, что с разбегу может повалить выжившего на спину и ударами помимо хп забирать энное число кредитов. Сама имеет очень малое количество здоровья. Зомби-шут. Обычный зомби, за тем исключением, что при виде выживших начинает орать, а те начинают хвататься за уши и некоторое время не могут двигаться. Зомби-детонатор. Название также говорит само за себя. За него нельзя укусить или же бить выживших на постоянной основе. После контакта с другими игроками в виде одного удара он сразу взорвется, снося с ног всех, кто был рядом. НЕ Альфа. Такой же функционал, как в третьем ремейке, пытается одеть шлем на голову выжившим, хотя сама по себе такая анимация смерти в игре отсутствует. Также может наносить урон своими тентаклями, даже когда находится в стане. Зомби-собака. Основная проблема — скорость и стаи, ведь если их своевременно не убить, то они, как зная, будут прыгать вам на спину в самый неподходящий момент. А если учесть проблемы с пингом, то убить их бывает просто невозможно. Вдобавок под инфекции, она может просто носиться туда-сюда и при этом заражать. Ликер. Живучие, бесячие и быстрые скоты, от которых невозможно убежать. Или же прокрасться, так как они всегда знают, где вы находитесь. Быстро сокращают дистанции, могут как брать захват, так и заспамить ударами. Зомби-самозванец. Зомбак, имитирующий ходьбу и атаки кукловода. Над ним также светится псевдоним Маны, и в некоторых случаях его можно перепутать с живым игроком. Ведь, как нетрудно догадаться, зомби, взятые под управлением Мастермайнда, становятся в разы опасней. Поэтому также служит хорошим отвлечением для выживших. Есть одно различие. Когда ман берет под контроль зомби, то слышится характерный звук. Так вот, если вы услышали только его и больше ничего, то можете быть уверены, что игрок создал фальшивку. А если при этом ман начал толкать свои речи, то только тогда значит, что он взял под контроль зомби.
Есть еще усиленные карты тех или иных существ, которые рождаются сразу с инфекцией, но стоят чуть дороже. Это обычный рядовой зомби, крепкий зомби, зомби-детонатор, НЕ Альфа. Как я уже говорил, на локациях может появляться зомби-грузчик. Так вот, он также есть в доступных картах, и при желании можно создать его сразу, максимально далеко от выживших, чтобы получить более сильную карту. Хотя надо держать в голове, что игроки могут прорваться к нему и оставить куколда с носом. Но в основном бывает наоборот. Какой-нибудь Рэмбо обязательно побежит в одиночку и станет легкой добычей. Другие побегут его спасать и в итоге тоже лягут или проберутся на вторую зону вообще без кредитов, так как сломя голову вряд ли они смогут хорошо полутаться. Сами они роняют сильные карты, которые невозможно просто так получить. Это может быть плющ, которую можно убить только огнем или временно вывести из строя, а сам он ваншотает выживших. Вспышка, которая слепит их. Телепорт-ловушка, которая переместит сурова обратно в сейфрум. Гранатомет с одним зарядом. Или карта, которая ускоряет перезарядку биоэнергии. Вторая колода — ловушки. Помимо уничтожения зомборылых, выжившим придется смотреть еще себе под ноги. А рандомы так не любят это делать. В основном их ставят также под дверь вместе с зомби, на тот случай, если кто-то решил прорваться. Ему это не удастся, так как он будет остановлен чем-то одним из ниже перечисленных. Стандартная мина, которая создает небольшой взрыв и наносит малый урон. Фугасная мина создает взрыв значительной силы и сносит выживших с ног. Электроловушка держит одного или группу выживших в стане некоторое время, также нанося урон. Мина с наводкой. Если в нее попадется игрок, то кукловод некоторое время сможет отслеживать его сквозь стены, а также по нему увеличится опять-таки урон. Капкан и тройной капкан. Тут, думаю, все ясно. Запирающая ловушка. Как только на нее ступит нога выжившего, все двери, абсолютно все, в той или иной зоне, будут закрыты, и выжившим по новой придется выбивать их. Воздушная ловушка. При ее активации создает сильный напор воздуха, который сносит выживших с ног и не дает подняться еще некоторое время, но урона не наносит. Светошумная мина. Закрывает выжившим обзор на некоторое время и также без урона. И просто обманка, которая поможет немного выиграть время и вытянуть некоторое количество боеприпасов, ведь игроки по ту сторону баррикад никогда сразу не отличат эту мину от настоящей. В принципе, как и другие. Третья колода — огнестрел. Не только смотри, но и стреляй. Мастермайнд может прицепить к камере оружие или же бафы для существ. Винтовка — крупнокалиберная винтовка. Малая скорострельность и различия между ними, как нетрудно догадаться, в уроне. Урон также отличается, если стрелять в голову, а не в тело. Но в бегущую цель попасть не так уж легко, к тому же управление не такое уж и легкое. Пулемет. Не требует объяснения. Воздушная пушка. Урона не наносит, однако дико бесит и сносит с ног. Обездвиживающие снаряды. Из камеры вылетает сетка, которая не дает передвигаться, пока игрок не выполнит куты. Урона она также не наносит. Энергопоглощающая винтовка. ХП не сносит, однако при попадании куколд устанавливают небольшое количество энергии. И просто еще много всяких модулей, которые позволяют зомби сразу рождаться с какими-то усилениями, но повышает цены. Есть те, которые снижают цену на 1 единицу для существ, ловушек и огнестрела. Или же просто более сильные карты, которые станут доступны только тогда, когда вы заспавните нужное количество тех или иных противников. Теперь настала очередь глянуть на самих кукловодов и что каждый из них может предъявить. They hear every fearful breath you take. Аннет Биркин. Специализируется на существах и усилениях. Повторюсь, кукловоды имеют не 4, а 3 личных навыка. Первый, который так и называется – мощный навык. Мощный навык – это своего рода ультамана, который также требует перезарядки. В случае Аннет, она может вызвать к себе на помощь своего мутировавшего мужа в первой стадии, который является управляемым и действует 1 минуту. Это время распространяется на все мощные навыки каждого кукловода, кроме Спенсера. Биркина намного тяжелее вывести из строя, да и смысла особого в этом нет, так как он довольно-таки быстро встанет обратно. И произойдет это секунды через 3, а боеприпасов вы потратите в разы больше. Зато все гранаты он ловит лицом, и возможности как-то задоджить их нет. Он имеет 2 режима игры. В обычном режиме Уильям не может быстро передвигаться и наносит медленные атаки трубой.
Но это можно изменить, просто если зайти в режим ярости. Тогда муженек начнет передвигаться в разы быстрее, как и изменится его атаки. Появится просто размашистый удар, который бьет на большую дистанцию и сносит всех, кто попался под него, или же удар трубой сверху, который впечатает выжившего лицом в землю, а если не удастся попасть, то временно застанет. С помощью этого удара можно прерывать взлом терминалов, если, конечно, знаешь в каких местах. Однако режим ярости не вечен, и через какое-то время Уильям сдуется, но повторная активация возможна. У него также имеется атака с захватом, который бьет выжившего, если его не спасут со стороны. Спасти можно любым видом гранат, ногой Тайрона, огненной миной Мартина, если правильно поставить, или ввалить кучу урона в его глаз. Сама атака убивает выжившего довольно-таки долго, и реакция со стороны сурвов может последовать незамедлительно. Хотя они же могут этим воспользоваться и в это время заниматься другими делами, например, взломом терминала или ломанием очередного биоядра. Если, конечно, время позволяет. Таймер Биркина останавливается, пока он производит эту атаку, и время не идет в использовании мощного навыка. Первая вариация ульты называется Ярость. Уменьшает время следующей перезарядки Биркина в случае, если он был отменен раньше, чем кончилась ульта. По-русски говоря, если вы выкатили Биркина по какой-то причине, потом его отменили, к примеру, выкатили на 10 секунд, то вам не нужно будет ждать полной его перезарядки с нуля, а лишь дождаться частичного пополнения, в зависимости от того, насколько рано вы его отменили. Это единственная такая вариация, и больше никакому куколду она не относится. Жажда крови. Увеличивает длительность действия Биркина после успешного применения масс ликвидации. Звучит прикольно, но говно на деле. После того, как вы убьете выжившего захватом, вам будут накидывать время на таймер управления Биркином. Но если учесть, что масс ликвидации идет долго, и сурвы могут наделать делов, пока ты долбишь одного, это весьма сомнительно. Повелительница зверей. Создает одну собаку возле Биркина каждые 15 секунд. Абсолютно такой же Биркин, но только с помощниками. В основном это используют только с другим билдом. Да и, как мы уже поняли, любая собака может поднасрать в самый ненужный момент. Однако на постоянной основе это лучше не юзать. У Аннет самые жирные зомби в плане здоровья. Это, кстати, один из ее билдов. Можно мало того, что навалить тонну хп, так еще и сократить восприимчивость к урону от каждого бафа. И в результате сурвы даже одного жирного зомби будут ковырять неприлично долго по меркам игры. Также она может усилить любой баф. Инфекция начнет заражать сильнее, а регенерация начнет идти лучше. Вдобавок, еще и восстанавливать им здоровье, стреляя бафами. То есть, пока выжившие тратят боеприпасы, Аннет просто спокойно, смотря на все это, хилит их. У Аннет можно сделать самых дешевых зомби и устроить лютый спам. Конечно, они будут не такие крепкие, но ставка здесь идет на толпу. Именно из-за этих билдов сурвы в свое время начали юзать АТМ на постоянной основе, ибо противостоять этому было невозможно. Имеется, назовем его так, собачий билд, который увеличивает наносимый урон, который опять-таки раздают псы и ликеры, а также увеличивает им здоровье. Причем значительно, и буквально пару собак могут заспамить всех сурвов, если их вовремя не убить. Еще одна знаменитая сборка Аннет — это временно бессмертные зомби на момент их создания, которые сразу же тебя атакуют, и у напарников нет возможности тебя спасти, так как зомбаки бессмертны в этот момент, и сразу же атакуют после создания. Как понимаю, сделали это с целью, чтобы сурвы сразу не убивали зомби после опять-таки их создания, но игроки начали абузить эту фичу и усылать их под ноги выжившим. Понятно, что это тоже можно законтрить, но нормальные люди дропали игру после такого. Игру ломает кукловоды. Первая эксклюзивная карта, которая становится доступна во второй зоне и никак не может быть получена раньше или передана другому кукловоду. Эти карты открываются также с прокачкой маны и выбираются заранее в редактировании, но не входят в число стандартной колоды. Есть в 4 вариациях. Аннет может создать за раз либо 3 собак, что помогает в собачьем билде, крепкого зомби с аурой бешенства, использовать эффект лечения, который спускает пар по всей локации, восстанавливающий ХП, или создать рядового зомби абсолютно бесплатно. Также есть еще эксклюзивная карта, которая становится доступна в 3 зоне. Аннет может создать за раз 2 детонаторов, или же 2 крепких зомби. Использовать шприц, который обладает сразу всеми бафами, и может вызывать дикие лаги, особенно если много ликеров.
Или же выкатить более дешевого по цене того же ликера, но с аурой регенерации, который еще будет передаваться другим существам. И опять-таки помогает собачьим билде. Ведь во всей третьей зоне может бегать целая толпа быстрых четвероногих друзей. You see the things you have forced me to do. Даниэль Фаброн. Специализируется на существах, бафах и более эффективном контроле существ из-за своих навыков, но по порядку. Мощный навык – Тиран. Им управлять намного удобнее, чем Биркином, так как нет поуебанного состояния без ярости. Его атаки в разы быстрее, конечно, смотря какую именно вариацию ульты вы используете. Также его удары на короткий промежуток времени немного станет выживших, однако они могут уйти от этой атаки. Если сурвы находятся далеко, можно быстро сократить дистанцию с помощью натиска. При его использовании тиран начнет разгоняться и сможет так бежать определенное время, и как только достигнет цель, ударом снесет противника с ног, который будет открыт для других атак. У него также есть ваншотная атака, когда он хватает выжившего за лицо. Убивает он в разы быстрее того же Биркина, но и спасти от него можно, тупо настреляв в голову. Кстати, да, урон у тирана проходит только в башку, но вывести его из строя легче всего, да и будет это довольно-таки больно для кукловода, так как сидит Мистер Икс аж 15 секунд. Тиран может использовать собственный сканер, который является своего рода яростью Биркина, так как он начинает ходить в разы быстрее, наносит больше урона и к тому же может видеть сквозь стены. Слеповые гранаты он лицом не ловит, и есть даже специальная кнопка, которая позволяет закрыть глаза. Однако анимация прохождения сквозь двери у него дольше, чем у Биркина, и сурвы смогут размансить его. И если такое происходило, игрок просто врубал натиск, чтобы таким образом преодолеть дверной проем. Также поначалу он и Немезис не могли пройти в дверь, используя удары, так как это не позволяла анимация. Это дико бесило, когда по выжившему остается один удар, и какой-то дверной проем спасал ему жизнь. Благо это исправили патчем. Одно лечим, другое калечим, и бывало такое, что после натиска тиран мог встать в позу Т до конца своего времени. Или пока его не выведут из этого состояния. Раньше от тирана всегда все убегали, а теперь пытается его вырубить, и иной раз вызывать его даже страшно, так как можно либо затащить, либо испортить все самому себе. Первая вариация ульты называется жестокость. Увеличивает скорость и урон от атаки крюком, то есть кулаками. Самая эффективная, которая позволит быстро отмудохать сурва при близком контакте. Урон в данном случае будет проходить по 300 единиц. Возбужденное состояние. Увеличивает урон от натиска, но удары кулаками станут в разы медленнее и будут наносить 200 урона единиц. То есть именно из-за скорости удара вы вряд ли вообще повалите здорового сурва. А касательно натиска, им надо еще попасть. Ведь сурвы знает, что тиран в большинстве случаев начнет сокращать дистанцию, и в этот момент он открыт для принятия световой гранаты. Как сейчас помню, этим натиском вообще было невозможно управлять, и он отменялся сразу, как только ты упрешься немного в какую-нибудь тумбочку. Но благо это также поправили. Перехват. Не дает прорашить мимо тирана сурвам, однако это полное говно. Мало того, что ты откинешь только одного выжившего, так тебе еще могут нашпиговать в голову, и повалить сурва таким образом, кстати, вообще невозможно. Данила – мастер контроля зомби, и кукловод для тех, кто больше любит управлять зомбями лично. Также этот ман, который может разгуляться где угодно, на него имеется большое количество сборок, в том числе и огнестрельных билдов. Можно попробовать упороться и танковать сурвов с помощью постоянного регена от атак, так как он будет восстанавливать себе часть здоровья при каком-либо нанесении дамага выжившим, тем самым компенсируя полученный урон. Также зомби у него могут наносить дичайший урон, особенно от захвата, как и сам он при желании может повалить сурва с одного укуса. Но при всем желании он не сможет раскачать таких же жирных зомбаков, как Ланет. Под управлением его зомби начинает двигаться в разы быстрее. Ну, конечно же, если выбрать, опять-таки, определенный навык. Он может делать подконтрольных зомби временно неуязвимыми после вселения в них. Или значительно уменьшить навыки перезарядки подконтрольных существ. То есть на каждую атаку есть кулдаун, и спамить без перерыва нельзя. А этот навык позволяет как раз таки этим заниматься. Главная его фича. Это когда становится невозможным отбросить подконтрольное существо.
которое очень долгое время было актуальной по той причине, что его невозможно было ничем застанить. Или же спасти товарища от укуса, если его схватил подконтрольный зомби. Ни оружием ближнего боя, ни огнестрелом. Разве что световой гранатой или же ногой Тайрона, ну или в будущем уже Кашимой. И он очень долгое время делал мозги этим навыкам, пока в игру не включили Кашиму, которая практически свела на нет данный спек. Он может усилить других зомбаков, а именно увеличить действие самоликвидации детонатора, крик шута распространяться начнет на более дальнюю дистанцию, крупье начнет воровать намного больше кредитов, и урон копьем щупальца от НЕ Альфа станет больше, к тому же начнет станить выживших. Эксклюзивная карта, доступная во второй зоне. Крупье с регеном. Стандартная крупье только с регенерацией здоровья, но хп у нее настолько мало, что ее отпиздит быстрее, чем она себе что-нибудь отрегенит. Детонатор с аурой бешенства. Использовать карту, которая мгновенно дает немного биоэнергии, но на короткое время останавливает перезарядку. Или заюзать модуль сканирования. С этой картой существа в количестве до 4 будут повторять движения за вами. Неважно, что вы делаете, бьете, кусаете, танцуете и т.д. Попробовать так или иначе стоит, но данная сборка требует определенной редакции карты постановки зомби, что легко может обыграться выжившими. Да и вряд ли получится уследить за всеми зомбаками, так как многие из них могут просто махаться где-то в углу. Карты доступны и в третьей зоне. Зомби, который полностью находится в броне. Модуль равновесия, с которым скорость перезарядки биоэнергии увеличивается в зависимости от других карт на руках. Можно выкатить шипы, которые наносят урон сурвам, если они бегут по ним. Отлично помогает в эпицентре схватки, чтобы сковать движение противников. Бывает такое, что их просто могут не заметить и слопошиться. Или вообще создать существо со всеми бафами, с усиленной атакой и повышенным здоровьем. Невозможно убить, пока оно не под вашим контролем, ровно как и просто так валяется на полу. Но при этом может заражать. Некоторые люди играют через тирана. К примеру, в стандартной катке его получится вызвать где-то раза 3, а с определенным билдом его можно выкатить уже 2 раза и только в первой зоне. Можно использовать что-то типа бесконечного спама и даже, как я уже говорил, играть от пушек. Вдобавок, как мы уже поняли, у него более удобный, мощный навык. Хотя, все это тоже дело привычки. With this strength, your fate is sealed. Алекс Вескер. Специализируется на ловушках и инфекции. Мощный навык – Ятевео. Это растение, созданное самой Алекс. Может показаться бесполезным поначалу, ведь передвигаться оно не может. Но если поставить его в правильном месте, то не только задержит сурвов на минуту, но и поломает некоторых. Понятно, что если выкатить его не думая, то высока вероятность, что его просто расстреляет. Само оно может выстрелить паутиной и начать подтягивать к себе выжившего. Ему же в этот момент необходимо выполнить куты, чтобы вырваться. Если успешно удалось подтянуть, или кто-то решил просто пробежать мимо, то также имеется ваншотная атака, во время которой ЯТВО сожрет игрока. Спасти от нее можно либо коктейлем Молотова, либо стрельбой в определенную часть растения. После успешного обеда ЯТВО может самоликвидироваться и взорваться, нанеся урон на большую дистанцию. Можно бить с помощью своих собственных корней из-под земли. Это единственная ульта, с которой кукловод может переместиться на камеру, при этом не отменив и не потеряв навык. При необходимости взять под контроль обратно. Но поначалу ЯТВО был полным говном. У него был кулдаун на все атаки, и все, что нужно было сделать, это агрить его на захват и потом просто спокойно пробегать мимо. А иногда и просто спокойно пробегать. Благо, это также исправили патчем. А еще добавили некую слизь по самим растениям, которая замедляет сурвов, если они решат пробежать напролом. Первая вариация мощного навыка – зелень. Увеличивает здоровье, ЯТВО и скорость восстановления бутонов. От слизи также труднее избежать. Взрывчатка. Делает возможным самоликвидацию без поглощения выживших и повышает урон. Токсичность. Сокращает базовое время перезарядки ЯТВО, а после его гибели остается много заразного газа. Алекс не может сделать таких же плотных зомбей, как у Анет, или сильных, как у Дани.
Ставка у нее идет на инфекции, и вот тут она может выкрутить ее на максимум. Доходит до того, что ты заразишься буквально за пару секунд, и все, кто играет за мили, будут очень активно выкашливать или выблевывать время, а также заражать друг друга, если у Леры не будет сопротивления инфекции. Да и то не всегда она может помочь. Да и не только мили, а вся команда будет выкашивать время. С таким спеком Алекс использует быстрых существ, таких как собак или детонатор под бешенством, и опять-таки инфекцией. И может даже не бить, а просто бегать туда-сюда, чтобы заразить выживших. Ведь многие ее навыки либо ускоряют заражение, либо поддерживает ее длительность. Чем сильнее заражен выживший при определенном спеке, тем больше он будет получать урона. Можно пойти дальше и составить спек, при котором зараженные выжившие сами начнут испускать заразный газ, который действует на ближайших союзников. Очень печально для тех, кто не пользуется синей травой или же она закончилась. В этом случае игрокам придется сторониться своего же товарища. А в некоторых моментах он по-любому заразит их. Например, при переходе из зоны в зону. Есть также билд Алекс, связанный с суперспамом, но правда только в третьей зоне. На это и идет ставка. Она берет все карты зомбей, которые рождаются сразу с инфекцией, и при этом стоит дороже. На первых двух зонах Алекс почти ничего не может им предъявить, поскольку зомбаки стоят дорого. Но она вполне может отыграться на третьей, так как там эти зомби будут стоить в разы дешевле, что обещает веселую жизнь прямо около сейфрума. А очень удачно поставленная ЕТВ может задержать выживших. Ведь если снести его не получится, то сурвам придется ждать, когда его время истечет, и параллельно отбиваться от других сюрпризов мана. Ведь в отличие от предыдущих мощных навыков, ЕТВ не получится обыграть с помощью флешки или как-то размансить и отвлечь внимание на себя. У Алекс есть еще знаменитый билд, который признан конченным. Это быстро взрывающиеся мины, которые у нее, кстати, можно сделать самыми дешевыми, и Мартин будет разбирать их гораздо дольше. Их можно сделать замаскированными, но такими они станут только после определенного времени. Мины, помимо всего прочего, если на них наступать, могут также активироваться вручную, но это происходит долго. Так или иначе, игроки в любом случае успеют среагировать и избежать. Активируются мины с помощью ЕИС, которая у Алекс также ускоренная, только вот перезарядки это не требует, так как довели до дебилизма. Мину взрывает сразу после установки, и в итоге вся команда летает во взрывах и не может двинуться с места. Сбили с ног с фугаской? Будь уверен, это только начало, и ты успеешь полетать как в воздушке, так и в электрической мине. Или же просто накладывает много мин под дверь, и выживший сразу после ее открытия взрывается. Это один из спеков, который просто ломает игру и вызывает нежелание играть, и происходит отток людей, которые удаляют ее к херам. Взлом терминала становится вообще невозможным. Она может сделать такое, что взрыв одной ловушки больше не повлечет за собой взрыв других по цепочке, а также не будет сносить существ. Также вызывает срабатывание всех ловушек в поле видимости при активации через ЕС. Эксклюзивная карта во второй зоне. Создает ловушку, которая заражает выживших при взрыве. Или же за раз создаст 3 взрывчатые мины. Может создать замаскированного зомби-детонатора. Или вызывать тошноту у выживших, которые заражены. Станет их на время, а также отнимает здоровье, но при этом немного понижает стадии заражения. Эксклюзивная карта третьей зоны. Модуль эффективности «Инфекция». С этой карты на руках стоимость всех существ с инфекцией снижается на 3. Так и рождается суперспам в третьей зоне. Дает возможность выставить замаскированного шута. Дает возможность стрелять пулеметом с заражающими пулями, которые также наносят урон. Дает в колоду карту, и с ней на руках все ловушки взрываются сразу после создания. Взлом терминала становится вообще невозможным, но король этой зоны следующий ман, и именно к нему мы и переходим. I am waiting for your death. Not long now. Спенсер – кукловод, который может играть как ему вздумается, однако он специализируется именно на задержке выживших. То есть неважно, через зомби или пушки, все матчи с ним идут долго. Мощный навык. Распыляющее поле. В отличие даже от Алекс, им никак нельзя управлять, а только выставить, преградив путь выжившим. Или же поставить прямо на самого сурва, и все его ХП очень быстро покинет его. Генератор.
Уменьшает время перезарядки распределяющего поля при использовании карт навыка. С этой вариацией поле идет в единичном формате. Клон. Точно такое же поле, только теперь их два и действует оно дольше. Искажение. Создает ряд силовых полей, которые двигаются в указанном направлении, и если правильно подловить момент, то можно разом уложить всю команду. Технологии Амбреллы. Система оборона. Фальшивки. Со Спенсером играть во всех зонах веселее. В первой арене, помимо того, что нужно собрать 3 ключа, нужно не перепутать их с фальшивками, ведь фейки будут лежать везде. Благо, при его подборе кукловод сам голосом скажет, что вы подобрали нужную вещь. И это еще самое легкое. Во второй зоне для активации терминала требуется гораздо больше времени. И это прям изюминка, с которой как только не пытались уже бороться. И самый сломанный билд, который ненавидят абсолютно все. Играется он через пушки, да вообще используется все что угодно, что может вылететь с камеры. Суть банально проста. Трахать мозги на терминалах. Всем, чем есть. Дождаться, когда игрок почти активирует терминал, и сделать выстрел. Камеру пробить тебе не смогут, потому что на ней будет стоять почти вечный щит. Можно сделать упор на быстрое восстановление. То есть специально даешь ломать камеру и быстро ее восстанавливаешь, и все равно сидишь в щите. Так еще и терминалы ман расставляет так, чтобы они простреливались с 2 камер. И победить такое можно только играя в команде, обмениваясь тактикой. Так еще же и состав нужен определенный. В третьей зоне просто более крепкие биоядра. Хотя до них раньше вообще редко кто доходил в силу того, что происходило во второй зоне. А если даже и доходили, то кукловод либо выходил с игры, не давая вам победу, либо подрубал лак-свитч. Он может променять все это на сильно закрытые двери. Дверные замки получают 3-й уровень. Неважно, сами вы закрыли дверь, или они были закрыты с помощью ловушки, выбивать их все придется по новой. В среднем обычному выжившему придется ударить дверь 4 раза. При этом спеке он может вам даже не нанести урона, вы все равно просрете в первой зоне. Ведь если не будет Тайрона с его мощным пинком, или какой-нибудь Джилл с отмычкой, да даже если просто ни у кого не будет наплечника, то можно зависнуть в одной комнате. Выбили дверь, получили воздушкой, отлетели на мину, которую он поставил сзади, и все двери, которые вы прошли, снова закрылись на 3-й уровень. А те, которые и так были закрыты, закрылись еще сильнее. Также карта навыка снижает время перезарядки ЕС на 1 секунду. Он может легко сам перезаряжать биоэнергии при использовании ЕИС. Это тоже что-то с чем-то. Чтобы перезарядить биоэнергии Пенсеру, не нужно юзать пиявку, особенно если он играет от камер, так как зомбей в этом случае все равно не будет. Он тупо восстанавливает энергию, закрывая двери, запуская лифты и выключая свет. Насрал зомбями, а сам пошел щелкать свет. Вернулся обратно и насрал еще. Уж молчу про то, что он может увеличить свою биоэнергию аж до 20. Может сделать постоянную скидку себе сам. А именно, данный навык снижает стоимость карт на руках с определенной периодичностью. К примеру, карта Ликера стоит 7. Нужно немного подождать, и она постепенно начнет снижаться и может дойти до 1. И это касается всех карт на руках. Может снизить стоимость карт модификации на 3. При использовании такой карты создается электромагнитное поле. Бесячая херня, которая также используется на терминалах для создания щита. Эксклюзивная карта второй зоны. Время перезарядки ЕИС сильно уменьшается, если биоэнергия не меньше 6 единиц. Мгновенно конвертирует все карты модификации в биоэнергию. К примеру, набрали вы всяких скидок, улучшений, и вам захотелось от этого избавиться или же получить больше энергии, то эта карта для вас. Тоже довольно-таки бесячая штука. Помните, я говорил про лучи, которые исходят от камеры и снижают урон? Или возвращают часть энергии? Принцип работает такой же, только зомби полностью неуязвимый и никак не станется. При использовании данной карты она превращается в случайную эксклюзивную карту другого кукловода. Спенсер и здесь успел. И многие игроки реально не ожидают, что Спенсер может выкатить шипы Даниэля или начать стрелять пулеметом Алекс. И это только вторая зона. Эксклюзивная карта третьей арены – гиперзаряд. Временно снижает стоимость карт навыков до единицы. Своеобразная супер скидка, которая дико снижает цены, и за это время можно очень сильно успеть засрать комнату. С этой карты на руках скорость перезарядки энергии увеличивается, если она не меньше 9. По умолчанию энергии всего 10 единиц, однако ее можно увеличить до 20 с помощью навыков, которые лежат в ящиках снаряжения. При использовании все карты модификации рокируются.
И четвертое, меняет активное биоядро в третьей зоне. Вот это было неожиданно, и теперь терминальный Спенсер может оторваться еще и в ней. Стоимость данной карты постоянно уменьшается при ее использовании. То есть, как поняли, Спенсер задерживает выживших любыми способами. Самый бесячий – это терминальные. Первую зону отдает почти даром, зато вторую пройти сейчас нереально вообще, поскольку щит не спадает с камеры. И, как я уже говорил, он ставит терминал в том месте, где простреливается с двух камер. Да он при помощи одной тоже может составить огромную проблему. Честным способом выиграть теперь его невозможно. Остается лишь ставить флешки на ускоренный взлом терминалов или использовать дубликат ключа, ибо эти уроды бесят до такой степени, что некоторые используют именно этот метод. Но даже если как-то проскочите в третью зону, он будет менять активные колбы. Если с первыми двумя проблем нет, и вы просто делитесь на два человека, то вот с третьим лучше подгадать так, чтобы он не перемещал ее, иначе придется впустую тратить боеприпасы на четвертое биоядро, хотя всего нужно уничтожить 3. Через лучи он может заниматься тем же самым в третьей зоне. В других же он просто ставит толпу зомби около двери и кидает на них бессмертие. И если камера не простреливается, то придется ждать, пока лучи не пройдут, и он кинет их снова. Или же пока зомби сами будут выходить к вам из зоны действия. А бывает такое, что вас могут зажать прямо около сейфрума, и вы ничего не сделаете. Раньше он раздражал больше всех, но потом был добавлен Николай. Looking at you all, this will be easy money. Еще один кукловод, который играет и специализируется на камерах. Но больше, чем кто-либо. Его мощный навык — это Немезис. Самый быстрый из всех мощных навыков, но только когда переходит в режим ярости. Перед этим он начнет орать и застанет выживших на некоторое время, а после начнет буквально летать по локациям в рамках игры. Его удары, в отличие от тирана, отнимает по 200, но станет выживших гораздо дольше. Он может использовать свои тентакли, чтобы достать выживших на чуть дальнем расстоянии, даже если они находятся на втором этаже. Также достает свою ракетницу, которая положит выжившего, если он попадет точно в цель. Однако ему ее можно сбить. Прикрываться руками не умеет и ловит еблом все гранаты. Вывести его из строя можно, но смысла в этом опять-таки нет, ибо он станет примерно через 5 секунд. Первая вариация ульты – безжалостность. Сокращает время перезарядки Немезиса при обнаружении и ликвидации выживших. Старс. Автоматически выслеживает выживших при управлении Немезисом и сокращает время перезарядки ярости. То есть вы можете успеть использовать ускорение еще в 3-й раз, при том условии, что если первый активировали сразу же. Ликвидация. Дает Немезису неуязвимость во время использования ракетницы и значительно увеличивает урон от нее. Можно просто выстрелить в стену, и все, кто был рядом, сразу сложатся. Таким способом можно защищаться от всех типов гранат. Некоторые это используют еще и на терминалах. Тупо целятся в него и ждут, когда какой-то Рэмбо подойдет его активировать. Пассивными навыками он тупо отслеживает выживших через стены. Например, при попадании с огнестрельного оружия, зараженных сурвов, тех, кого атакуют существа, или же просто тех, чье ХП ниже 75%. Его карты оружия можно сделать самыми дешевыми, или увеличить время их действия и магазин, или же вообще сделать абсолютно все оружие заразным. И самая, конечно, конченая херня — это когда автоматом создается случайное существо вблизи выживших при использовании любой карты оружия. Эксклюзивная карта второй зоны. Активирует импульсивный заряд, который отслеживает выживших. Второе. Превращает камеру в часового, который автоматически стреляет по выжившим из крупнокалиберной винтовки. Кстати, да, забыл упомянуть. В стандартном вооружении, которое передается всем кукловодам, есть еще обычный часовой. Это обычная винтовка, которая автоматически отстреливает выживших. Данные камеры подсвечиваются синим свечением. Помню времена, когда от них вообще было невозможно увернуться. Не сказать, что сейчас прям легко, но раньше вообще было невозможно, до тех пор, пока не исправили это. С этой карты на руках часовые действуют бесконечно. С этим модулем все заряженное оружие получает щит на секунду. Казалось бы, зачем он нужен такой на секунду? А затем, что ХП у камеры восстанавливается, и поприветствуем старого Спенсера во второй зоне. Можно также дождаться, когда тебе почти снесут камеру, и тупо заряжать любое оружие, отпугивать от терминала и повторять по новой. Эксклюзивная карта третьей зоны. Усиленный капкан, турель, пулемет.
Особое оружие, которое может уложить выжившего с одного выстрела или довести здоровье до самого низкого уровня. Все камеры получают щит, но перезарядка энергии останавливается на время. Николай окончательно сломал игру. Когда его добавили, то почти все катки он выигрывал. Урон от часовых был дикий, и увернуться было сложно. Многие персы падали с 2 выстрелов, а если учесть, что и камеры не все мониторили, то это ГГ. Я в то время мейнил Джен, и в основном всегда за ними следил и не сильно понимал, почему все его ненавидят. Часовые его стреляли на большое расстояние, а Джен могла ломать камеры не такие далекие. Благо, потом ей дали такую возможность. И из-за этого начали страдать другие кукловоды, которые не играют от камер. А Джен заранее через всю локацию может позаботиться об этом. Он забрал у Алекс сетку, которая была предназначена для того, чтобы остановить выживших и медленно активировать взрыв. В итоге, открыв дверь, Колян лепит сурва и сразу расстреливает. Трахает мозги на терминалах не хуже Спенсера и имбовые выстрелы Немезиса, который летит мимо и все равно тебя свалят. Даже опытная команда сливается против игрока, который отлично освоил Коляна. Конечно, Коляна все-таки нерфанули, и какое-то время он был лохом, но это длилось недолго. В основном он ломает все билды и не дает играть нормально. После его добавления в резистенсе произошел значительный отток людей. Ведь он с вас время высасывает, а набить-то его вам негде. Вы либо не успеваете снести камеру, так как к ней надо подбежать, либо мешает щит. У него также есть конченый билд с зомбями, но он еще более жесткий. В игру обязательно нужно играть слаженно, иначе вам не выиграть против сильного кукловода. Это не та игра, где все фионят, а ты один тащишь катку. Скорее наоборот, если ты тупишь, то конец придет всему. Как осуществить подбор команды? Как я уже говорил, меняться может кто угодно, но Лера остается всегда. Понятно, что все играют с разными билдами, но самый оптимальный при игре в команде это Валери против инфекции, как ультой, так и пассивным навыком с иммунитетом, сканер на существ и обезвреживание мин без срабатывания против куколдов, которые будут трахать мозги быстрой детонации мин. Не стоит и забыть сделать из нее денежную Леру, чтобы кредиты собирала она. А именно, воткнуть ей часы и амулет 3-го уровня. Повторюсь, лучше заранее договориться, чтобы кредиты собирала Лера, за исключением тех мест, куда она точно не попадет. К примеру, если вы разделились по двое в первой зоне. Другие 2 слота можете заполнять как хотите. Можете поставить энергетик 3-го уровня, чтобы Лера чаще давала сканер, или же кассету для быстрого отката ее ульты. Наплечник, чтобы вы смогли сбежать от маны, если остались одни в запертой комнате и так далее. Дальше выбираем, кто будет вносить урон. Бека, Сэм или Джилл. Бека в плане урона будет хороша во всем. В отличие от того же Сэма, ей не надо подбегать именно к биоядру, которое может быть обложено минами. И если знать места, некоторые можно будет снести, даже не подбежав к ним. Свинцовый ливень в разы лучше, чем стальные кулаки Сэма, так как применимы к любому виду оружия, да и особому БО она может при необходимости ввалить. Да и если в команду уже взяли Беку, Джилл точно не нужна, хотя ее обсудим позже. На Беку лучше ставить урон и крит 3-го уровня, длинный ствол и урон 2-го уровня. В команде должен быть тот, кто будет наносить большой урон по камерам. В нынешнем случае это Джен с вариацией ульты, которая вызывает подорожание карты кукловода, так как это применимо ко всем манам. Можно также использовать и отключение ЕИС, тогда при борьбе с миной Алекс вы будете чувствовать себя более уверенно, так же, как и с другими куколдами, если правильно подгадать момент. За исключением Николая и кто просто играет от пуша. В таком случае вас просто будет меньше катать на лифтах и закрывать двери. Личным навыком лучше ставить быстрое отключение камер, так как куколд не будет сидеть на ней, когда увидит череп Джен на экране. Да и уже сломанной камерой вы сможете нанести дополнительный урон и обнулить ее восстановление. Блокировка точно не нужна, уже объяснял почему. Вирус вроде бы неплох, но не работает против манов, которые играют от камер, так как они его контрят щитом. Да и, как я уже говорил, товарищи, увидев камеру под вирусом, могут специально не сносить ее. Но вирус не помешает куколду выгнать против вас какого-нибудь тирана через эту же камеру. Ваншотная Джен, конечно, хороша,
Но с другой стороны, можно и поставить ее дефолтный навык, который позволяет просто больше наносить урона по камерам всем подряд. Так как на данный момент мало мастермайндов, которые играют от камер, по крайней мере в сети PlayStation. А если вы с такими встретитесь, то камеры крыть все равно нужно будет всем героям. Но без ваншота, как ни крути, может быть тяжко, поэтому тут уже на ваш выбор. На нее ставим патроны Эми самого высокого уровня. Кредитную карту, так как она хорошо смотрится только на ней. Но при этом у нее должен стоять пассивный навык, который снижает цены на неогнестрельное оружие в магазине. Добиваем это декодером, и цены становятся еще ниже. Также ставим энергетик 3-го уровня, чтобы личный навык откатывался быстрее. Желательно, чтобы в команде был хотя бы один мили-боец. Если Сэма заменяет Бека, то тогда берем Тайрона, так как вас не похоронит ваншотом от его ульты. Он может спасать также в тяжелых ситуациях ногой, когда не будет гранат, или же выбивать двери против той же мины Алекс, и он при этом не будет находиться в такой опасности, как другие персонажи. На него ставим первую вариацию ульты. Личный навык номер 2. Одну из пассивок на выбор. А один из пассивных навыков должен обязательно быть тот, который не позволяет быстро ломаться оружию ближнего боя. Снаряжение. Лист. Если Тайрона делаем на урон, то гвозди. Экспансивный патрон. Можете поставить USB, и тогда вторая зона будет проходиться еще легче, так как терминалы станут отключаться еще быстрее. Итого, Валери, Джен, Бека и Тайрон. Сэм, к сожалению, оказывается менее универсальным бойцом, но бесполезным от этого не становится. Если уж вы решили взять его, тогда ставьте гвозди 3-го уровня, крит, жетон и 4-й на ваш выбор. Лист, буст на желтую траву и так далее. Мартин также хороший персонаж, и место также можно найти ему в команде за место Бекки или того же Тайрона. Однако учитывайте, что тогда вы лишитесь сильного дамагера, или же хорошей защиты и танка. Если уж захотели взять Мартина, светильник нужен точно со снятием бафов. И либо более скоростной, чтобы постараться компенсировать потерю урона, или же 3-й вариант с обезвреживанием мин. При игре в команде мины ему ставить лучше заглушкой, это может помочь не только против стандартных манов, так еще и против той же минной Алекс, чтобы она не засрала терминалы. Молчу про то, что Мартин может сам обезвреживать эти мины и еще и бегать по ним. В плане снаряжения можно сильно не париться и ставить ему все на быстрый откат ульты. Джилл. Она своего рода универсальный перс. Она вроде может все и в тот же момент не может нихуя. Она вроде Милли, но лучше взять Сэма тогда или того же Тайрона, у второго тем более еще и навыки полезней. Она может понимать быстро персонажей, открывать двери. Так и Тайрон может и то, и то. Огнестрел хороший, но Бека лучше. Хочешь разогнать урон по камерам? Но Джен она не заменит. Опять-таки теми же ультами своими. Да и самое главное, что все ее пассивные навыки начинают работать только тогда, когда заряжена ульта. Поэтому, если вы вдруг играете с ракетницей, или ман заставляет вас постоянно активировать ульту, то можно идти нахер с ее пассивками. Ее уворот, как рывок Сэма, который вообще может не сработать, если имеется пинг. Нет, это не значит, что перс плохой, просто в игре в команде ее лучше не трогать. Так же, как и Сэма. По крайней мере сейчас. Но если уж взяли, снаряжение ставим то же, что и Бекки, за исключением того, что за место урона 2 стыкаем Эми высокого уровня. Клинок самурая, как ульта, уворот с повышением урона, также перекрестие на урон, когда оно полностью сфокусировано, и пассивку с уроном по камерам и ловушкам. Конечно, можно брать и 2 мили, и Джилл, и Джен, производить рокировку как угодно, и уверенно тащить против одних манов, и сливаться другим. Но при игре в команде лучше стараться играть так, чтобы билд одного персонажа прикрывал слабые стороны другого. Да и полностью под всех манов все равно не подстроитесь. Будете ждать Николая и ставить спеки под него, но будете сосать против всех, кто играет на существах. А это большая часть куколдов. Будете ставить билды против существ? Ничего не предъявите кукловодам на камерах и так далее. Поэтому Лера, Джен, Тайрон и Бека, на замену Мартин, это набор команды, который не поможет вам вынести любого мана легко. Это тот состав, в котором вы будете готовы ко всем спекам противника. Но повторюсь, победа легко вам все равно не дастся. Однако при игре с рандомами лучше рассчитывать на себя и ставить то, что поможет вам не сложиться раньше всех. Стоит учитывать в билдах персонажей то, что из дамагера огнестрела не получится сделать лютого уронщика по камерам, и нужно усиливать то, что у перс уже по умолчанию вкачано. Также и с манами. Еще раз.
К примеру, вы взяли Леру и Сэма как дамагера в команду. Значит, Беку не берем, так как есть кому вносить урон. И Тайрона тоже, так как милишник уже у нас есть. Добавляем Мартина и Джен. Если вы не берете Сэма, то тогда как мили бойца его должен заменить Тайрон. Если не хотите Беку, то тогда ваш выбор Джилл. Джен тогда тоже брать не будем, ведь урон по камерам уже есть, как и огнестрел. Четвертым будет Мартин, и все в таком духе. Подбор команды придет с опытом, и на протяжении всего времени, пока игра жива, этот состав и билды очень часто менялись. Меняется игра, меняюсь и я. Так или иначе, до сих пор многие люди, по крайней мере на PlayStation, продолжают играть. С рандомами лучше вообще даже не начинать. Ранг у них может быть большой, но иногда складывается впечатление, что они просто спиздили аккаунт. Ведь на 347 уровне человек может творить такую дичь. Они никогда не собирают кредиты. Ладно, если это было в одном матче. Мол, понадеялись на товарищей сзади, а сами погнали бить морды. Но нет, это происходит постоянно. Не знаю, чем они собираются воевать в третьей зоне, но иной раз нервы сдавали, что кроме тебя никто ничего не собирает. Они не смотрят под ноги и постоянно диффузят мины своим ебалом. Могут в наглую начать активировать терминал, когда кукловод в управлении стоит в метре. Не читая специализацию персонажа, и из хакера могут сделать милли, и наоборот. Это все, конечно же, добивает конченое соединение. Непонятно, что они покупают в магазине. Почему не сделали отдельные маленькие надписи, чтобы ты понимал, какой персонаж и что купил? Ведь бывает такое, что вы можете закупиться одним и тем же. К примеру, против Дани все могут сразу купить Кашиму. Но тогда некому будет носить урон, и все примерно из такого списка. Почему напарников для удобства не видно сквозь стены? Ну ладно, наверное, много хочу. Какого хрена тогда карта открывается на полэкрана и закрывает обзор? Да, к этому можно привыкнуть, но сложно ли было сделать обычную мини-карту? Спасибо хоть, что дружеского огня нету. Capcom также почему-то решили отдать разработку этой игры сторонней студии, которая славится в основном тем, что делала своего рода порты игр, то есть опыта в этой сфере у них не было. Не знаю, кому показалось гениальным сделать опять-таки онлайн-игру без отдельных серверов. Отсюда и все вытекающие проблемы, из-за которых нормальные люди дропнули игру на старте. Важно понимать, что рассматривать я буду версию PlayStation. На ПК с онлайном, насколько знаю, если не сразу, то все было гораздо хуже, и катки там искались так же долго, как на момент создания этого ролика в сети PlayStation. Хотя кого обманываю, еще хуже. Так вот, отсутствие серверов убило напрочь возможность играть с друзьями в команде, так как мы живем не в одном городе, и даже не в одном регионе. А если вы играете на плойке, то и вообще в матче имеются игроки из других стран. Отсюда и все вытекающие проблемы. Ах да, хостом катки является кукловод, и у него, естественно, нет проблем соединения, и играть он может максимально комфортно. Что не скажешь о выживших или же потерпевших, поскольку именно так ты себя ощущаешь, когда пытаешься играть с красным пингом. Проблемы, конечно, не у всех сразу, а у отдельных игроков. В игре существует 3 типа соединения. Красный, желтый и, так скажем, зеленый, который никак не отображается. И все они в основном присутствуют в одном матче. С красным пингом невозможно увернуться или убежать от зомби. Вас обязательно телепортнет к нему, и вы опиздюлитесь по самое не хочу. Соответственно, и попасть в зомби, тем более бафанного и быстрого, нереально. Все выстрелы летят в молоко. Хотя по картинке вы видите попадание, и, к сожалению, нет сервера, который хоть и со временем, но обсчитает весь урон. Мимо, значит мимо. В первой зоне еще худо-бедно игрально, да и при желании вторую можно осилить. Но в третьей арене с вероятностью 90% игрок с красным пингом просто перестанет понимать, что происходит. И со временем просто произойдет отключение от хоста. А если каким-то чудом вас не выкинет, то вы сольете время своей команде. Проблема в том, что некоторые люди либо просто не играли за выживших, либо не признают, что отсутствие серверов помогает им выигрывать катки. К сожалению, они уверены, что тащат скиллом и разматывают высокоранговую тиму в первой зоне, или же каким-то чудом внезапно все начинают тупить в третьей арене, хотя до нее они дошли с 12 минутами в запасе. С желтым пингом почти то же самое, но чуть лучше. Да и опять же, идеальный пинг, кстати, тоже не обещает стабильного соединения. И в любом случае, он может стать на 1 ниже. Как и желтый.
Зависит это как от самого интернета мана, так и еще от того, насколько сильно он засрал зону зомбями и всем прочим. А если он накачал своих бабаек бафами, пиши пропало. Я молчу про то, что многие маны, которые не хотели портить себе винстрик или просто боялись проиграть, подрубали лак-свич. Делалось это легко. Засирали арену зомбями, кидали усиление, ждали, когда выжившие приблизятся к зоне смерти и начинали сворачивать и разворачивать игру, пока все не подохнут. Достойная победа для достойного кукловода. Чтобы проверить, какое соединение будет у тебя во время матча, после того, как вы выбрали персонажа, можно начать спамить кнопку готовности, и если она прожимается быстро, то все будет более-менее нормально, а если медленно, то жди беды. Кстати, да, из лобби выйти нельзя в главное меню, а только если закрыть игру полностью. Ну, конечно же, тебе засчитают выход с катки. А были те, кто просто раздавал интернет с телефона, и вообще невозможно было подобрать предмет. А если хостом был какой-то араб, то из первой комнаты выйти вообще не представлялось возможно, ведь было ощущение, что интернет он раздал из космоса. Также четвертая плойка не справлялась с огнем, и если кто-то активно начинал пользоваться огнеметом, то была высока вероятность того, что игра начнет фризиться. А если очень сильно повезет, то ты вообще нахрен с нее вылетишь. Игра игралась бы совершенно по-другому, если бы в каждом матче было идеальное соединение. Кукловод действительно не всегда может увидеть, что у выживших все стало плохо, и после того, как вы психанете или ливнете с катки, вам в личку польются сообщения о том, какая вы тима лохов, и сбежали, потому что не справились, и они абсолютно уверены, что у них качественный интернет и с ними нету никаких лагов. До тех пор, пока не покажешь видео. Я сейчас говорю про иностранцев. Но как только они встретят Тиму, у которой с пингом все более-менее хорошо, они начинают дико всасывать и орать, что выжившие имба, хотя по факту сами играют шаблонно. То есть они не пытаются искать причины слива катки в себе, они сразу валят на других. И при этом писали жалобные отзывы, и разрабы добавляли новые бафы и нерфили сурвов. Нет, я согласен, что некоторых персонажей фиксанули правильно, ибо это реально дисбаланс. Но выжившие тупо пытались подстроиться под тот пиздец, который Ман устраивал в первой зоне. Помните, когда магазин вначале был вообще пустой, и кроме Матильды и Квика из огнестрела было вообще невозможно что-то купить. И нужно было как-то прорываться, мало того, что через лаги, так еще и через дикий спам, как зомбей, так и фраз от Мана, ведь он себя считает таким крутым. Но стоит выжившим активировать выход, как тот сразу закрывает игру, тем самым ему проигрыш не засчитывается. Но и сурвы победу не получает. За тем исключением, если кукловод просто не вышел в главное меню. А помните начало второй зоны, когда не было еще магической двери, которая не пускала зомбей внутрь? Чтобы закупиться во второй арене для рывка, нужно было поучаствовать в замесе, в котором было невозможно разобраться, где свои, а где чужие. По-русски. Вход в, так скажем, сейврум был доступен для входа зомби, чем и пользовались игроки на мане. Они специально сразу редактировали карту и ставили максимально крепких зомбарылов и залетали внутрь. И скажи спасибо, что если ты успел купить хоть что-то, и сразу же распрощайся. Ведь чтобы выйти, нужно было просрать нахер все. И непонятно, как тащить вторую зону. Не стоит забывать и про конченую броняху в третьей арене. Ситуация почти такая же. Только в этот раз ты успеешь закупиться. Но свободно выйти через нее, тем более команды, не сможешь. Вылазить приходилось по одному. И не завидую тому, кто выходил первый, ведь он получал по башке больше всего. И бывало такое, что вы все выходили по одному и умирали. Выходили и умирали. Было одно время, когда сурвы дико тащили, и кукловода было тяжело найти. Психованные выжившие выкрутили на максимум все способности, и пошло-поехало. Как сейчас помню, коктейли валили, которые летали в камеры, и в колбы, которые носили также еще и дикий урон. Вообще, кому пришло в голову дать добро стыковать одни и те же перки? К примеру, есть значительный урон от укусов, средний и малый. В нормальных играх такое стыковаться не может, за тем исключением, если не идет объединение в одно. Что-то наподобие среднего урона от укусов и увеличение скорости бега. И это работает в обе стороны, как манов, так и сурвов.
Ведь если бы этого не было, то и не было бы долбоебов на мане, который вызывает тирана в первой зоне несколько раз. Зомбаков Фанет, который невозможно убить, или ее бесконечный спам. Даниэль, который ваншотает укусом. Алекс с ее инфекцией, когда нельзя пробежать мимо и при этом не заразиться с нуля. Ее конченых мин, когда вы во всей команде летаете в одном месте и не можете ничего сделать. Пидорского Спенсера с его пидорскими терминалами. И конченого Николая, который окончательно поломал игру. Или же Мартина, который светит светильником в каждой зоне. Ракеты Джилл и Бекки, которые в свое время уносили нахер просто биоядра и всю толпу, которую приготовил кукловод. Опять же, Лера с коктейлями, суперскоростных героев, Сэма, уносящего все живое на своем пути и так далее. Были такие блогеры, которые постоянно выпускали сломанные билды. И после этого выпуска на следующий день все играли как под копирку. Понятно, что игры делаются не для задротов, а они будут в каждой игре. Но именно из-за них. Или тех, кто хотят победы одной кнопкой, страдают нормальные игроки. Как за сурвов, так и за манов. Ман начинает использовать сломанный спек, к примеру, на Коле. И сурвам, чтобы выиграть, приходится искать контрмеры, из-за которых страдают все остальные маны. Кукловод задает темп игры, а сурвы адаптируются. Потом озлобленные выжившие в сухую могут раскатать кукловода новичка, тем самым заагрив его на использование тем самых конченых билдов. И этот поезд уже не остановить. Конечно, можно играть персональную игру более честным спеком и более стабильным соединением между друзьями, но это не выбор новичков, так как качаться вы будете очень долго, а без прокачки вы не сможете использовать все навыки. Если вдруг вы решили ознакомиться с игрой, то лучше делать это командой, и чтобы был хотя бы один шарящий игрок, который все объяснит, так как порог вхождения теперь очень тяжелый. Особенно для мана, которому нужно прокачать всех других кукловодов, чтобы открыть все карты. Хотя, заметив плохое соединение в лобби, это было бы весьма кстати. Ман, кстати, не знает, какие сурвы будут ему противостоять. Ровно так же, как и они. А еще выжившие не знают, какой билд стоит у твоего напарника. Неужели это так трудно было сделать? Хотя бы примерно. Ведь может такое случиться, что все побегут примерно с одними и тем же билдами. А так можно было бы хотя бы подстроиться. Но это я говорю про игру с рандомами. Была такая прикольная фича, называлась «Танцуй или умри». Ман, походу от нечего делать, пропускал выживших и не трогал их. При этом он постоянно танцевал. И если сурвы плясали с ним, то он их не трогал. Но если кто-то бил его и отказывался плясать, Ман начинал гоняться именно за ним, и в основном с катки ему сбежать не получалось. Помните, я говорил про агрессию Тайрона? Так вот, почему-то это постоянно делали игроки на нем. Ну, соответственно, поэтому они всегда подыхали. Да даже я как-то занимался этой фигней. Разрабы либо реально не знали, как все это делается, либо просто забили. Они все это начали, а игроки добили игру, и с каждой недели в игру стали заходить все реже. Спасибо всем, кто уделил время данному ролику. Обязательно отметьтесь в комментарии, если досмотрел до конца, так как это мой самый большой ролик, который я делал, и мне интересно, кто смог осилить его опять-таки до конца. Если ты играл в нее, поделись своим мнением, будет интересно его прочитать. Может, я забыл что-то сказать, или банально расскажи свою историю знакомства с данным проектом. Любимого мана или сурва, спеки на них и так далее. Сейчас остались лишь самые хардкорные или отбитые фанаты данной игры, которые видят все-таки в ней свет и продолжают играть в определенное время, поскольку каждый уже точно знает, когда у него лагать не будет. Пускай идея и не свежая, и реально дает вторичностью, но как ни крути, у нее был потенциал. Мы даже как-то надеялись, что Capcom учтут ошибки и добавят сервера. Но последние обновы они выкатили очень много костюмов и прочего. Такое ощущение, что им сказали свернуть лавочку. Сколько нервов было тут оставлено, но и сколько родилось локальных мемов. И так или иначе, теплые воспоминания все равно присутствуют. Надежда нас не покидала, и мы даже думали, что возможно будет Resistance 2, но опять-таки уже с серверами. Но как мы уже знаем, вышел RE Verse.